Алло. Алло. Здрасте. Здрасте. Мой чат все еще не в курсе, что у нас сильно большая разница во времени. У меня уже 6 вечера вообще-то. Не могу же я стримить всегда по ночам. Алло. Как дела, мистер Буффик? Мистер Лёртихэт? Алло. 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 Где все остальные? Где все остальные, я спрашиваю. У Дварфа есть уважительная причина. Он рендерит новую серию Мару, которую я сегодня озвучила. Привет! Так что ждите, скоро следующая серия. Hello, Плут. Чай пить будешь? Приятного. Я сегодня пью лимонадик. Я буду продолжать сегодня играть в Сабнавтику, потому что я хочу еще поплавать. Я хочу узнать, что там на дне, на самом вот. Я вам сейчас все покажу. Все покажу, расскажу. Я играла в нее немножко вне стрима. Чуть-чуть пофармила. Проапгрейдила себе все на глубину. Я теперь могу добраться до той самой дыры. До той самой великой дыры, в которой я в прошлый раз утонула. Разъеб. Я думаю, разъеб. Хочу допройти, груш. Сколько уже можно? Не надо истории с 2Ч. Хватит. Хватит с меня. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Как думаете, насколько я глубоко? Но пока не очень. Привет! Июнь 2025. Сборка 82304. Не знаю, нужна ли вам эта инфа, но она есть. Привет, Маккот. Алло, Кременчук. Мы все в сборе почти. Я нахожусь в той самой заднице, где мы хотели начать, но не смогли. Теперь мы сможем, потому что... Смотрите. Жнецы-призраки, ничего там нет, просто тьма. Я хочу посмотреть. Вот. Система пожаротушения. Система защиты. И глубина. У меня теперь все есть, что надо. Не надо тебе туда. Я хочу. Я хочу. А еще у нас есть новый голосовой журнал. Вот 3 штуки. Я случайно их собрала. День 100-й.
Local scans show a nearby opening, leading to a biome with extensive fossilized remains. А, это не то, да? А где? А где голосовые, которые вот эти? С капсулы голосовая была. Вот это? Вроде вот это. Там была иконка только системы пожаротушения в плане. Ты имеешь в виду, что ее включать надо? Ну да. Был бы у тебя голос... был бы у тебя мод голос древних, тогда было бы интересно туда сплавать. Ага. Ma'am, I need you to stay calm. We're not in immediate danger. Мэм, я прошу вас сохранить спокойствие, мы сейчас вне опасности. Где спасатели? Авроры больше нет. Ой. Так, где же спасатели? Они погибли, мэм. У нас есть координаты места встречи. По пути сильное радиационное заражение. И что вы собираетесь делать? Я глава отдела кадров, мэм, это не моя компетенция, но КПК говорит, если мы найдем свинец, то можем сделать противорадиационные костюмы. Выйти туда, я не сделаю ни шага за пределы капсулы без должной защиты. Не волнуйтесь, я пойду. В общем, вот. Коды и зацепки. Защищенный терминал каюта капитана. Это мы использовали или нет? По-моему, мы это использовали. Монгольские штаты. Монгольское общество унаследовало технологический уклад китайского метрополий. Так монголы это не китайцы. Ну ладно. Но вместе с тем позаимствовало разномастные обычаи своих колонистов, происходящих из разных культур. Натуральные продукты сохраняют популярность. Религия является важным элементом общества, но монголы спокойно относятся к конкурирующим конфессиям, полагая, что боги несовершенны повсеместно и равной мере. Своеобразно. Keep calm and stay safe. Окей. Что-то пока каких-то новых координат у нас нет. Я так поняла. Новых координат у нас нету никаких, да? Ты была уже вместе с огромным деревом? Я мимо него проплывала, я бы так сказала. Расскажу свою историю. В общем, была у меня ава с жопой корги. И во время ГС в ТГ моя ава оказалась между парой авы девушки, пары парни. И в итоге их авы целовали мою жопу у собаки с двух сторон. Это смешно. Приветики, как дела, как жизнь? Я озвучила 5-ю серию Умару, так что... Я сегодня продуктивная. Все более-менее пока. Пока. Ты видел гигантский череп? Ну, какие-то черепа там были. Привет, бро. Я вот поставила уже метку в эту дыру. Ты чё, охренел? Ты чё, охренел? Он меня ранил или нет? Я не поняла. Короче, мы спускаемся вниз. Мне похуй. Все более-менее пока офнуло. Это в смысле? Привет, Кобзон. Темно что-то, я не вижу, где дыра начинается, где она кончается. Будешь ли играть в Dead Cells? Это рогалик, если что. А у меня есть эта игра, да. Она же есть у меня. Так вот, мне надо пройти Сабнафтику.
чтобы потом начинать новые игры, потому что память на моем жестком диске не бесконечная. И мне нужно избавиться от пары игр, чтобы потом поставить еще новые игры. Включу свет. А что, он не работает? Ой. Да вот, свет работает, в том-то и дело. У тебя реакция плохая в плане. Извините. В какую сторону нам плыть? Сюда? Упс. У меня есть игра, интересно, может ли вместе потом поиграем? Не знаю. Обещать ничего не могу. Все, я вроде туда плыву, да? Я хочу сначала сама попробовать. Буду советы давать, но если я спрошу. Во-во-во, туда нам надо. Уи! Когда-нибудь мне будет неплохо, я посмотрю фулл прохождение. Когда-нибудь перед сном посмотри. Ой. Я немножко боюсь разгоняться. Давайте сверху будем смотреть, наверное. Или нет? Как лучше, сверху или снизу? Ко мне какие-то еще две липучки прилипли. Перед сном я засну, я очень хорошо засыпаю. Так вот, поспишь. Везет тебе. Я вот очень плохо засыпаю. Поэтому я постоянно что-нибудь смотрю перед сном. Чтобы мне стало скучно. Не буду я гудок делать. Вы играли в японские порно-игры на РГ Маркетер? Нет. Как бы на Твиче в такое как бы не то чтобы можно играть. Или ты имеешь в виду вообще? Вообще тоже нет. Я могу, стоя в автобусе, заснуть, пиздец. Я правда не знаю, что мне дальше еще делать в этой игре. Ну типа, поэтому я плыву дальше в глубину. Да не включен у тебя свет. А это что, по-твоему? Вот это что, по-твоему? Это не свет такой горит? Вот это что такое? Или какой-то свет еще имеешь в виду? А! Убей его! Не буду убивать. Что-то меня течением уносит. Титаник 2.0. Так я еще никуда не тону. О, здорово! Как дела? Зачем у меня отмечено капсулу 19? А я там этот искала. Надо убрать метку. Надо убрать метку. Где?
Я там себе новый костюм искала, во. У меня новый костюм теперь. Укрепленный костюм ныряльщика. Сейчас занырну. Вы готовы? Детеныш призрачных левиков. Вот это пупырка? Ты уверен? Халло, Максюта. Опа. Во, вот мы добрались до чего-то. У меня есть с собой скрижали и кубики. Наверное, мы что-нибудь сейчас откроем. Алло, Дваров? Sick fluid intake. Что это было? А, Engine powering down. сейчас я умру от обезвоживания. Подождите. Не хочу тратить воду. Бизнесмены пришли. Кто работу придумал, я его в рот ебал. Это смешно. Calorie intake. Я не знаю. Я не знаю. Надо смотреть всю историю человечества. Хотя не было бы ли проще просто съесть парочку луковых деревьев? Да? Ну ладно. Кстати, наверное, тогда пока умираю, я вот так сделаю. Фильтры. А так. Да? Пиздец, ты лох, почему? Знаю, тебя не проще, в смысле? В смысле? Грядочку-то побольше посади. Ну и впадло. Подожди-ка, а нафиг я иду вверх? Та-да! Все, поплыли. Или мне сюда лучше как-нибудь на крабе спуститься, как вы думаете? Хотя он, наверное, не пролезет тут, да? Узковато. Узковато. Что-то как-то... Я тут была уже? Или нет? Или все просто одинаково выглядит? Ведь кубика тут нету, да? Я тут была, да? А вот эту херню я не заметила. Не, я тут не была. What the fuck? Ну и уродец. На тебя похож, блядь. Сука. Останки скелета огромного хищника, размещенные внутри искусственной среды обитания. Среда обитания, окружающая среда, создана для размещения образца. Предполагает, что содержание живем в изоляторе для исследовательских целей. В течение месяцев или даже лет органические вещества указывают на то, что когда-то аквариум содержал разнообразную растительность. Хотя с тех пор она сгнила. Когда комплекс обрушился, данная особь либо была брошена умирать, либо погибла сразу. Эволюция. Хотя скелеты разделяют некоторые черты с кусакой и песчаной акулой, в том числе необычная парная глазница. Но этот окаменелый образец значительно больше и имеет необычные предплечья, которые редко можно увидеть у водных видов. А этот вид, вероятно, вымер за прошедшие тысячелетия, а его эволюционные потомки изменились практически до неузнаваемости. Я надеюсь, он и вправду вымер.
Дварф скинул гифку бизнесмену, другие начали повторять за ним. Я написал, типа, угорнуть. А тогда я не знал, что они команду для гифки скидывают. Ладно. Такое пояснение такое. Интересно, можно ли технологиям предтечи убить Левиафана? Ну, учитывая, что они вымерли, то, наверное, нет. Но они как не справились. Тут больше ничего нету, кроме вот этой вот... Я просто хотела внутрь залезть, не знаю зачем. Прикольно. Вот это тоже не надо сканировать, нет? А у меня кончается воздух. Не знаю, что с этим делать. Наверное, просто умру. У меня есть что-нибудь с собой нужное? Блин, да до хрена всего. 30 seconds. Ладно, может, я успею доплыть до циклопа обратно. О! О! Oxygen. Блять, если умирать, то здесь, на входе. Не так страшно. На крабе ходи. Там места мало, мне кажется. Зайти в циклоп. Нет, мне показалось, что я не успею. Что, здесь есть какие-нибудь ресурсы валяющиеся? Мне все со мной похуй вообще тогда. Вообще насрать. Вставить скрижаль. Опа. Не зря пришли. Integrating new PDA data. Не ругайся. Находится макет стражей. Данные по исследованию образца. Каталог информации об организмах, ранее находившихся в этом комплексе. Часть записи была переведена. Небольшое травоядная гамма. Эта запись, по-видимому, описывает обычного пискуна. Не проявляет иммунитета к инфекции. Смерть обычно наступает в течение 4 суток. При воздействии фермента 42 наблюдается временное ослабление симптомов. Но они быстро возобновляются. Проявляет высокие способности к обучению. К обучению? Проявляет некоторую способность передавать ферменты другим особям. Эмбрионы Левиафана. Взрослая особь слишком велика для изучения в изоляции. Из мест, где сдавание полученные образцы яиц, эмбрионы не проявляют признаков иммунитета. Смерть обычно наступает в течение 3 недель. Небольшое количество яиц было сохранено для будущих высокоприоритетных исследований механизмов эмбрионального развития. Большое плотоядное тета для изучения останков создана местная лаборатория. Проявляет некоторый потенциал невосприимчивости к инфекции, но физические останки оказались недостаточными для полного воссоздания. Особи Левиафана было присвоено обозначение «Морской император». Нихуя. Образцы костей императора указывают на определенный потенциал иммунитета Кхара. Одна особь была поймана для изучения потенциально построенном изоляционном комплексе, находящемся в месте с высокой вулканической активностью на глубине 1,4 км. А оценка, несмотря на то, что император вряд ли все еще находится в этом комплексе, вполне вероятно, что там удастся получить дополнительные данные касательно наработок в производстве вакцин. Этого императора я встречала или нет? Нет? Это что такое? Император самый огромный Левиафан?
А, значит, наверное, не встречала, да? Так. Что тут подсканировать еще надо? Ничего? Бу-бу-бу. Рыбка. Ладно, у меня есть. Музыка резко закончилась. О, база данных. А я их уже загрузила, да? О, окей. Походу, я тут была реально уже. 30 seconds. Окей. А тут есть еще какие-нибудь входы? О, тут что-то не отсканировано. Я могу его взять с собой? Яйцо морского дракона. А, это тот самый дракон, которого мы встречали, да, случайно? Повторяем за Твеном. Кто повторит, тому ба. Смешно. Это большое яйцо содержится в герметично закрытой среде. Было химически изолировано, не имея возможности содержать в комплексе полностью взрослую особь морского дракона. Инопланетяне, по-видимому, вместо этого пытались изучить процесс откладывания яиц и инкубации. Для каких целей, не ясно. Да просто. Яичко. Сейчас я умру. Ура! Ура, смерть! Дракона видела, да, я случайно. Я случайно на него наткнулась. Сейчас мы специально на него наткнемся. Вы что думаете? Я не пойду туда? Как-то я не тем путем пошла. Engine powering up. Так, а тут есть еще какие-нибудь места, куда мне нужно пойти? Или это единственное место, где здесь есть что-то, какой-то проход? Морской император 1,5 раза больше, чем морской дракон. Нихуя. Как я с ним буду это что-то делать? Привет. Привет. А как? Да он меня просто сломает. Здесь он не агрессивный. Хорошая киса. Это проход или нет? Нет, вроде. Ладно, выплываем отсюда куда-нибудь. Рар. Как тигр делает? Рар. Так, куда плывем? Там мы были или нет? Я не знаю. Либо сюда, либо сюда. Ну, вот сюда дальше на дно, да, наверное? А там как будто бы уже вплыв наверх. Пум.
Тихо. Тихо, аккуратно. Вот оно, то самое дерево, да? Ты говоришь, у этого дерева рядом есть скелет? Что-то я не припомню. What the fuck? Ну, я могу теперь побродить. Ждем Сабнавтику 2. Да. Я теперь могу побродить тут. Теперь тут для меня не очень глубоко череп видела, да? Ты. Я правда не знаю, что мне тут нужно или не нужно. Уи. Кангарантюа вырезали с финальной версии игры. Ну, вы уже говорили это, да? А что мне дальше вот делать теперь? Идти вон туда, там где лава, да, наверное? Тут, наверное, больше ничего нету, мы просто посмотрели на дерево. Окей, пойдем искать, где этот проход. Ту-ту-ду. Мне кажется, что-то залагало. Ну ладно, я не против. Поехали. Хороший. Только куда? Это не проход, да? О! А его можно отсканировать? Что-то я к этому яичку не приближалась. О! Гигантское дерево укрытия. Гигантское дерево укрытия. Огромное дерево, встреченное в глубоком пещерном гроте. Единственное в своем роде из обнаруженных на планете. Дерево окружено скатами, поедающими его розовые внешние листья. Кора. Снаружи дерева покрывает крепкая, быстро растущая кора. Выемки поверхности заселены крошечными организмами. Яйца призрачного левиафана. Ветви обвились вокруг нескольких невылупившихся яиц, принадлежащих виду с обозначением призрачный левиафан. Это дерево, по-видимому, является древним местом гнездования. Яйца были отложены, когда древо было молодым, и теперь ветви защищают их и растут вместе с ними, пока те ожидают подходящие условия для вылупления. Мой голос двоится? Не должен. А где тут яйца? Что из этого яйца? Вот эта вот белая штука, это яйца? Привет, мистер Кристотфилд. Опять из телефона 2 раза стрим нажал? Наверное.
Сканировать их нельзя. Пынь. Давайте сохранимся. Мало ли куда меня сейчас занесет. Пынь. Чё, вы знаете, что значит вот это пынь? Это значит, что он что-то нашел? Скушали бы яйцо? Не думаю. Хотя... А вдруг вкусно? Это ж как икра, да? Не выяснить, чего он жесткий, практически полностью состоит из мышц. Только мышцы, это как бы, ну, мясо. Во, вот сюда нам надо, да? Пиздец, ужас. Мистер Твен боится. Блин, я бы хотела посмотреть, как мистер Твен в это играет. О! Вот мы где. Мы на месте. Что дальше? А, там стена. Ни черта не видно. В лава-зоне нельзя оставить циклоп без присмотра? Да я и не собиралась отсюда выходить, как-то стрёмно. Что-то меня кренит. Что-то я застряла. Чего? Где я застряла? Не понимаю. Тут вообще можно пройти, или я просто в стенку долблюсь? Ни хрена не видно. Это просто стена, да? Боже, ладно. Ты чё присосался? А ну иди отсюда. Так, мы пришли оттуда, да? Или нет? Мы пришли сверху. А вон там чё? Они высасывают энергию с техники? Я вам сейчас пизды дам. Вы чё, блин? Что там отсканировать надо? Сейчас я вас отсканирую. Вы черти. Лавовая личинка.
Вот ёбок какой, а? Похоже на личинку вид с отсутствующим зрением и обонянием, но способна чувствовать и выкачивать тепло или электроэнергию из окружающей среды. Ах ты, сука! Нижняя присоска способна присасываться к гладким поверхностям, создавать мощное разряжение, отцепится при достаточном усилии. Тело толстой чешуи защищает от экстремальных температур. У лавовой личинки отсутствует привычная пищеварительная система. Вместо этого она питается непосредственно за счет поглощения энергии. Тянутся к источникам энергии любого рода для выживания, выкачивает энергию из любой жертвы. Избегать при управлении транспортом для сбережения батареи, удалить. Сейчас я тебя удалю. Сейчас я тебя удалю, тварь. Я могу его поймать? Или только ударить? Вот суки. Ты смотри, избавляешься от одного, приходит еще двое. Да вы чё, мрази? Да как это? Они просто не кончаются. Ладно, побудем быстрее отсюда. Иди отсюда. Пиздец. Captain, all systems online. Да. Вот говно. Да я так бесконечно буду с ними бороться. Calorie intake recommended. Куда я хотела? Я уже запуталась, где я. Туда? Так это туда назад получается, а вперед куда? Или нет? Туда это вперед или туда это назад? Пиздец, вообще ничего не видно. У меня точно нет какой-нибудь? Освещение помощнее. Сделать обычный нож термический не наносит урон многим мобам в этой игре. Серьезно? Почему я об этом только сейчас узнаю? Ебануться. Это какая-то новая живность? Да, наверное, выключить, да, двигатель. Engine powering down.
Так я думала, он все равно бьет. Лавовая ящерица, ты смотри на нее. Лавовая ящерица – хищник среднего размера, приспособленный для жизни в вулканических регионах, отличающийся способностью плеваться раскаленной породой во врагов. Ты офигел? Передние челюсти предназначены для нанесения максимальных повреждений добыче. Я не добыча. Острые внутренние зубы раскрывают в равной мере плоть и кость. Рубцовая ткань, вероятно, из-за регулярного контакта с магмой, лавовые ящерицы со временем наращивают толстый слой рубцовой ткани, позволяющий им выдерживать еще больше температуры как внутри, так и снаружи. Поведение. Оно способно как защищаться, так закапываясь в теплую магму, так и нападать, плюясь расплавленной породы во врагов. Избегать, особенно в присутствии потоков лавы. Окей, ухожу. О, вот она лава. Ха! А что тут еще есть? Вот это что? Это можно сканировать? Хорошая киса. А это что за порода такая? Медная руда. Хрень. Все нормально? Engine powering up. У тебя есть молочный ломтик? А, личный гномик. Тут рекомендуется перегаться в костюме краб. Ну да, я поняла уже. Ах вы сосальщики, блин, идите отсюда. Это я вам, чат. Шутка. Куда она плывет? Я не знаю, я просто смотрю, что здесь есть. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Я не понимаю, а я тоже не знаю. Сосальщик не нора. Высасываешь из меня жизненную энергию, блин, действительно. Я потом вся уставшая хожу, думаю, почему? Может, еще собрать вот этих кристалликов? Как думаете? Engine powering down. Иди отсюда. Пошел нахуй отсюда. Пошел нах. И ты иди нахуй. Че прицепилась? Все? Vital signs stabilizing. А я могу отсюда до него допрыгнуть? На. Щитерить не получилось.
Подожди. Ой. Ты стрим с мамой смотришь? Я надеюсь, это шутка. Передайте ей привет. Hello. В игре планировалась субмариная, которая по размерам как 3 циклопа. Что-то в игре дофига всего планировалось, видимо. Иди отсюда. В гости к мне приехал. На тебе. Умри. А если он помрет, то я смогу с него что-нибудь собрать? Где он? Куда делся? Блин, ну в крабе, конечно, удобнее тут ходить. Fluid intake. Ей должно управлять минимум 3 игрока. Ну да, тут синглплеер. О, смотрите, он умер, да? Нет? Иди сюда. Иди сюда. Их. Он не умер. Увы. Все нормально, братан? Calorie intake recommended. О, его надо сканировать? И у тебя руки стоят. Бурилка, и я еще хочу потратить вот эти вот. Ни хрена. Хочу потратить эти торпеды и потом снять их. Алый скат. Один из крупнейших скатов на планете, проявляющий в основном пассивное поведение. Толстая чешуйки образовались на коже, защищают от данного ската от экстремальных температур, позволяя ему выживать в области незаселенных падальщиками конкурентами. Переднее расположение глазниц предполагает хищническую историю развития, отброшен очень давно. Несъедобен. Ладно, я не хотела его есть. Теперь захотелось. Рукохват. А я, кстати, я, кстати, же взяла чертеж на рукохвата. Вот. Но он делается только дома. Он делается только дома. Я могу снять, мне похуй. А можно ли еще глубже? Просто я не на максимум своих возможностей сейчас.
Иди нахуй. Что? Глубина больше, чем максимальная глубина циклопа. Дальше только на краве. Так, краб тоже не сильно у меня глубже, чем циклоп. Оба 1700 вроде. А куда дальше? В какую сторону мне плыть? О, здрасте! А я-то думала, ты где? Так, подожди. Это, наверное... Engine powering down. Краба максимум 200. А сейчас у меня сколько? Detect an alien materials and Обнаружен инопланетный материал energy массивная графическая сигнатура происходит из естественного образования центра данной камеры. chamber. Ага. Блин, я фотку одну сделала. Сейчас сделаю вторую. Я забыла, как фотка делается. Тут где-то написано было, как фотки делаются. Я уже забыла. На какую-то кнопку. Так, на краю пойти до него или похуй? Так, поплыть. Как псих. Ну, краб до него не долетит банально. Да, я знаю, что я голодная, но мне похуй. Я хочу его отсканировать. В несколько заходов, наверное, получится, да? Сохранится? Как думаете? А давайте. Я же вроде нормально держусь. Emergency. Starvation imminent. Seek Да care похуй, умру intake так умру. immediately. Где эта штука? Тут можно еще наверх всплыть. Уже уплыл, пока ты думала, пиздец. А какой мне топ купить? Розовый или с вырезом посередине сердечко? Не знаю, надо на фасон смотреть. Seek liquid intake. Как на теле сидит. То где эта шмара? Я вот слышу, что он ау делает, а где он, блядь? Рубин. Как тут много места, однако. И непонятно, вот туда мне плыть, или вот сюда мне плыть. Или вон туда, или вон сюда. Слишком много выбора. Oxygen. Экспериментировать. Рубрика эксперименты. Сейчас съем орешек. Новый арбуз народился. О, привет. Приятный чок.
Нам орешек. Бери. Если сможешь. Не в ту сторону я поплыла, да? А может, он наоборот в эту сторону уплыл? Вот куда он уплыл? Прячется от меня, гад. Что там, подтяжка для лифчика? А я наоборот посильнее затянула. И стало лучше. Прикиньте, оказывается, она наоборот мне большая была. Розовый топ подойдет под черную юбку или белые чулки? Чё, М? Что это такое? Это шкелет? Его можно отсканировать? О! Фрик какой-то ходит, везде все сканирует. А, спасибо. Спасибо, все видно, пиздец. Привет, старичка. Это вам чат. Sixteen Devil. Так, вот. Скелет Левиафана Жнеца. Жнецы плохо переносят высокотемпературные условия, что свидетельствует о том, что данное существо было принудительно загнано ниже в зону активной лавы непреодолимыми для него обстоятельствами. На костях имеются останки мускульных тканей, что говорит о том, что он умер в течение недавних месяцев. Ожоги и другие физические повреждения костной структуры. По-видимому, стал добычей для чего-то большего. Ну вот для того, кто там плавает вокруг. Которого я не могу никак поймать. В начале лета начал ходить в зал, теперь надо все менять, штаны. Теперь как колготки. What the fuck? Настолько жестко. Большая бабулдыга, ты где? Где-то вон там орёт, да? Что это такое? Золото. Большая бабулдыга. Может, он наверху? Он сзади орёт или спереди? Не понимаю. Тут такая акустика, блин, непонятная. Как будто бы откуда-то оттуда. О, вот ты где! Здорово, я тебя ищу. Привет, заебал. У меня есть аптечка. Я могу его убить? Чисто теоретически. Мне кажется, у меня 0 шансов. Ай. Как он быстро на меня развернулся, а? У тебя узкая талия, большие ноги? Для мужчин это нормально. Где-то тут он был, да? Иди сюда, кись-кись-кись. Кись-кись-кись. Ням. Кись-кись-кись. Я просто на тебя посмотреть хочу, блин. Когда ты идешь до одного момента, в игре надо будет, чтобы на стриме я посмотрела видео с криками Левиафан. В смысле? Я и в игре послушаю. Или ты имеешь в виду, в игре их нету?
У тебя нет стазис винтовки, чтобы его зафризить? Наверное, нету. Нифига, он огнем пыхает! Он реально дракон! Я думала, это просто название. Морской дракон Левиафан. Гигантский водный вид с чертами рептилии обитает в самом центре вулканического кратера, поддерживающего жизнь в одной области. Изученная особь имеет длину в 112 метров. Чтобы ты сравнила крики всех, услышала крик Гаргантюф. Ну тогда он в самом конце. Я думала, он хайпит, он реально умерчик. Я с помощью стазис винтовки снецов убивал. Реально? Я, видимо, тупанула очень жестко где-то. Либо у меня нет рецепта. Не знаю. По-видимому, она даже способна поглощать расплавленные минералы и извергать их во врагов. Он плюется скорее, чем рычит. Предплечья. Эволюционно отличные предплечья используются как для передвижения, так и для нападения. Данные предполагают генетическую дивергенцию от других видов на планете, прошедшую десятки миллионов лет назад. Морской дракон, по всей видимости, один из древнейших видов на планете. Самый крупный плотоядный вид обнаружено там, в его добычу входит практически все. В связи с малым количеством значимых целей в вулканическом регионе вероятно, что морской дракон плывет в более холодные воды ради охоты на прочих, более мелких левиафанов, загоняя их в угол, заставляя погружаться глубже, где они в конце концов свариваются заживо. Ням-ням-ням-ням-ням. Кто хочет себе личного левиафанчика? Что мне с ним делать? Блин, он мне сожрет. Мне кошек хватает. Размеры морских драконов и ограничения, налагаемые населяемой ими пещерной системой, свидетельствуют о крайне малой их популяции, возможно, даже исчисляемой единицами. Хотя поддержание малой популяции крупных хищников – это нормальное явление, вероятно, источники пищи морских драконов со временем сократились. Вид может быть на грани вымирания. Оценка предельной угрозы избегать при любых обстоятельствах. Уже избежала. Все в игре 2 морских дракона. О, там еще что-то отсканировать можно. Или это просто его лицо дважды отсканировать можно? Вау. Ау. Ау. Чего обещаешь? 30 seconds. Сейчас на пенисе резнусь. Эй, слышь ты, если он сейчас пойдет пенис пить, что мне тогда делать? Не трогай мой пенис! Оставь его в покое! Oxygen. Мне он еще пригодится. Мой пенис, кстати, почти с его размером, да? Такой же большой. Упс. Сейчас выберемся отсюда куда-нибудь. Хочу вон туда налево. Прямо и налево. Хочу посмотреть, что там. Потому что мне кажется, направо это возвращение назад. Почему-то мне так кажется. Может, побыстрее плыть? Ahead standard. Как плохо все-таки видно, когда ты находишься на циклопе. Прям сильно хуже видимость.
Что пишете? Дракон 1,5 раза больше циклопа, да? Ладно. Ну, это чисто за счет хвостов, мне кажется. Он тоже подъем куда-то наверх, да? Это мы отсюда сюда пришли, разве нет? В прошлый раз. Как будто бы здесь выход обратно. Давай я тут сохранюсь. Потому что тут сейф-зона, как будто бы. Ширину тоже? Ладно. Кажется, я застряла. Step brother, I'm stuck. Не хочу быть братом Минора. Так, а за что он зацепился-то? Я не понимаю, тут же до хрена еще свободного пространства. Emergency power only. Oxygen production offline. У него энергия кончилась. Почему? У тебя энергия кончилась, бро? Но у меня еще есть. Когда мертвую воду исследовать на Краве? Пошли сейчас, раз у меня циклоп немного. Engine powering down. Да вы заебали. Engine powering up. Ладно, давайте всплывем вверх. А на Крабе пойдем вниз. Фига ты мало энергии взяла. Ну, я не думала, что мы так долго будем тут плавать. Ты в курсе, почему есть мертвая зона? Не знаю. Мама? У тебя есть апгрейд для зарядки? Не думаю. Что ты имеешь в виду? Вот тут ко мне же не будут присасываться всякие идиоты. Я могу его тут оставить? Engine powering down. Что-то меня кренит. Капец, у меня насосали тут. Ты чё, блядь? Ебать вас тут.
Вы чё нахуй? Идите отсюда. Чё энергия-то так быстро закончилась, действительно? Каждый раз, когда я смотрю, все страшнее и страшнее Локи. Да это вообще пиздец. Все как с женщинами? Что? Окей. Все, больше нету? Кончились? Вот-то где. Поэтому я стояла наверху корабля, а дальше на крабе. Окей, сейчас пойдем. Уи! Страшно. Что на главном экране циклопа? А покушать? А покушать у меня с собой есть. Или ты имеешь в виду мне покушать? Я поела. Убираться обратно заебно. Я просто посмотреть. Я не думаю, что я тут надолго. Потому что у меня энергии не то чтобы много. Возможно, мне придется потом ячейку краба циклопу отдавать. О, нифига. Тут можно прятаться от этой вот штуки. Да? Тут от него прятаться можно. Понял. Здорово, Чач! Тварфу, время копать глубже. Привет. Сейчас пробурим чуть-чуть. Я не знаю, а его реально мне много надо или немного надо? Я что-то уже понасобирала его. Я не знаю, здесь возьму на всякий случай. Раз я тут. Золото. А нафига столько золота? Везде, куда ни приду, везде золото. На всю игру достаточно 5. Ну окей. Как мне нравится то, что я улучшила ранец реактивный. Он теперь так хорошо летает. Во. Ну и куда я приперлась? Тут что, дальше нет никакого прохода, что ли? Просто большая круглая локация? Вы говорите, можно еще ниже спуститься. А где? У тебя есть на крабе подзарядка температуры. По-моему, я ее не сделала. Или есть?
Нора, дайверша, инфа не указан. В смысле, я не дайверша. Я море видела только на картинках. И в Сабнавтике. В жизни так, как в Сабнавтике? Ага. Плавают вот эти вот огромные твари, да? О, мы глубже, да, спускаемся? Самый страшный момент игры, когда меня моб то выбросил за пределы карты. Вот это весело. Почти дошла. До чего? Мы не кругами ходим случайно? Или это другой скелет? Я, может, ближе циклоп оставляла? Как-то стрелял там, чтобы не было пиявок. Тогда я оставила там, где пиявок нету. Серебряная руда. Calorie intake recommended. Да ща похаваю. Vital signs stabilizing. Что? Ты этого ждал? Понятно. Лава вредная для здоровья крабов. Окей. Я так и не поняла, там что ли ничего дальше нету? Есть ли смысл мне там еще бродить? Выйти из игры, да? Альт F4. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Я правда не понимаю. Там дальше активная лавовая зона. Плавит металл. И все просто? Больше ничего нет? Powering down. А нет. Engine Ну, powering. ну, давайте тогда выплывать отсюда. Я не знаю, что тогда нам тут еще делать. Ты обо что там бьешься? А, заряд кончился, да? Сейчас. На экране циклопа вроде пиявки пишутся. Сейчас посмотрю. Где? На каком? Вот это?
где, тварь? Ты где, тварь? Его проще щитом скинуть? А что, можно? Я не знала. Welcome aboard, Captain. All systems online. Странно, что только одну написала, это правда. Че, отвалились? Вроде отвалились. Вода не может быть в жидком состоянии выше 100 градусов, давление больше, но не намного. Окей. Ладно, в любом случае нам надо выплывать отсюда. Домой. Посканировали, посмотрели. Один только вопрос. У меня еще остались скрижали, я не знаю, куда их применять. У меня еще есть желтая скрижаль, еще фиолетовая. Куда я девать их, не знаю. Еще куча кубиков. Имеет ли смысл мне вернуться на какой-нибудь остров и там что-нибудь посмотреть? Или нет? Это очевидно, немного как-то не поняла этого. Чего? Чего не поняла? Ну что я опять не так сделала? Думаю, в дом их расставить? Кого? Похоже на игрушки для детского сада. С каждым новым сообщением все меньше и меньше понимаю контекст. Скрижали с собой возьми. Так они у меня с собой есть. Я тебе специально не скажу. Но вы знаете, Ким Джун Ги? Звучит знакомо, но может, не знаю. Скрижали как картины для красоты в доме оборудуешь. Вы чё, рофлите на мной? Так я не поняла, я про игру прошла или не прошла, я не понимаю. Где ее конец? Ким Джун Ги, дикий художник, который все из головы рисует. Ага. Ну, как бы учишься, потом можешь рисовать с головы. Логично. Чтобы пройти игру, надо улететь с планеты. Поверь, дальше узнаешь. Куда дальше? Я плыву наверх. Я домой плыву. Давайте сейчас подзарядимся, я не знаю, пойдем в ваши вот эти мертвые воды, посмотрим, что там. Что вы тут на глубине? Вообще ничего не поняла. Ты там просто по кругу идешь и идешь. Активную лавовую зону. Чё? В активную лавовую зону тебе надо, там морской император. А как туда попасть? Мертвой зоны ничего нет. Логично. А как мне построить корабль? А что мне надо тогда? Мне типа нужна защита от температуры или что? У тебя чертеж есть. Чертеж чего? Ладно, сейчас выплыву, посмотрю.
Ракеты? Да? У меня? Где? Где? Чертежи разные. Модули. Сооружение. Биореактор, аквариум. Консоль. Построить стыкующие шахты, чтобы улучшать пристыкованный транспорт. Но это у меня уже есть. Комнаты. Циклоп. Не вижу я тут никакой ракеты. Баллон. Рука захват у меня есть. Теперь. Нет у меня никакой ракеты. Когда ты пролетишь обратно на территорию, альтер тебе придется выплачивать миллионы валюты. Это ты слишком торопишь события. У меня нету никакой ракеты. А где ее искать? Тебе, по идее, еще от вируса надо исцелиться, но это не точно. А как? Зайди в сборщик транспорта. Надо до него сначала доплыть. Где дом? Вон дом. Не говорите. Почему? И что? Ёбаные спойлерщики. Ну да, я уже, считай, игру прошла с вами. Просто сказали, чем закончится все и все. Остальные сами искали сюжетом, не помогали. Остальные это кто? Я стример, мне можно. Вирус вначале же должен был появиться. А, это у меня было, да. Пынь-пынь-пынь. Пынь-пынь. Надо исцелиться, но как мы не скажем. Я буду просто бегать по кругу и орать тогда. Вытащите меня отсюда. Устрою на каком-нибудь острове сигнальный огонь и буду орать. Что это? Что это такое? Ты тут была. Это я знаю. Просто что это такое? А, это вот это моя капсула, да?
А чё она не обозначается никак на карте? Или это чьё? Подожди. Это не моя капсула. Или моя? Я не помню, чтобы... To any Altera crew. Я же говорю, In area of significant alien activity. я тут не была. Counted predators in the Leviathan class. Журнал экипажа спасательной капсулы 4. Всем сотрудникам Альтера приземлился в районе высокой инопланетной активностью. Встретил хищников класса Левиафан очень агрессивны. Спектроскопический сканер дал особи обозначение жнец. Одна особь пыталась проглотить капсулу, нанеся значительные повреждения. Ой. Единственный приемлемый вариант добраться до безопасной зоны на месте крушения Авроры. Добыл ящик с чертежами приманки для существа достаточных ресурсов, чтобы изготовить пару приманок. Плыть придется дольше, чем работает приманка, но этого как раз должно хватить, чтобы отвлечь их. Если вы найдете меня на борту корабля, значит, я просчитался. Ну, прикиньте, я это пропустила. Я там была, но вот конкретно эту запись я пропустила. Я иду домой. Я ничего не поняла, чего я добилась, но я иду домой. Я посмотрела на зверушек и отсканировала их. А, еще взяла образец чего-то там. Ну, в смысле, посмотрела на младенца. Дракона. Ты еще не умеешь ориентироваться. И чё? Давай еще, нагоняй на меня. А еще ты? То, сё, 1, 10. Тварь. Умри. Calorie intake recommended. Ну лучше на Луну посмотри. Или что это? Почему у тебя не 1 миллион подписчиков? Да я хуй знает. Сейчас приду к каждому домой и скажу: подпишись, сука. А кто не подпишется, буду того пиздить. Найс идея. Пошел отписываться. Ты хочешь, чтобы тебя отписали? Вот я и дома. Engine powering down.
Ляжками? То есть вот так, да? Сразу активизировались. Нейрон Activation. Welcome aboard, Captain. Hello. Чё, выросли? Смотрите, у меня народец вырос. Камикадзе, ласка. О, смотрите, какой прикольный! Его надо сканировать, у меня такого нету. Нил улыбается. Писать не вредно, что именно? А? Мечтаем, чтобы ты нас трахнула, what the fuck? Выйди с лаской на улицу? Не хочу, зачем? Пусть тут плавает. Мелкая травоядная серого цвета демонстрирует высокий уровень интеллекта, любопытную эмоциональную привязанность. К удивлению, данный вид не встречается в дикой природе, а сканированная особь была искусственно выведена в большом аквариуме. Тебе понравится? Я сохранюсь на всякий заранее. Мало того, что можно сказать о жизненном цикле ласки и отсутствии тихих особей, возможно, условия окружающей среды изменились, поставив вид на грани вымирания, оставив яйца в вечном стазисе. Также возможно, что ласка была генетически модифицирована и даже завезена с другой планеты. Нам известно, что ласка травоядная, проявляющая в межвидовом взаимодействии крайне социальное поведение. По всей видимости, данное существо аналогично земным дельфинам до их вымирания, способно понимать концепцию чужого разума. Это первичный индикатор настоящего сознания. Я с ним могу подружиться? Пытается общаться с набором чирикающих и щебечущих звуков. Данные предполагают, что ласка способна понимать и исполнять простые команды, помимо способности оценивать эмоциональное состояние окружающих, соответственно, реагировать. Оценка эмоциональной связи между живыми существами – это важная составляющая психологического здоровья. Прикол. О, кого еще надо отсканировать тут? А чё их так много, этих лопаточников? Я же всего 2 яичка положила. А их вон сколько вылупилось. Ты иди сюда, ты медуза. Как же он сканируется неудобно. Медуза скат. Этот вид приспособился к низкой освещенности благодаря полупрозрачному люминесцентному телу. Такая адаптация может помочь освещать окрестности при поиске пищи, отпугивать хищников и познавать других особей своего вида. Светочувствительно замечено, что некоторые мелкие существа плавают следом за медузоскатом, используя освещение в своих целях, а сами скаты тянутся к другим источникам света, возможно, принимая их за одного из представителей своего вида. Несъедобен. Ух уж эти лопаточники, ебутся и ебутся. Что? Так, сохраниться. Просто так его взяла. И чё, я могу его... Чё, я могу его тут выпустить, что ли?
Мне дали ачивку. Поиграть с рыбой? Emergency. Starvation. О! Seek calorie intake immediately. Да блин, я играю, какие калории? Vital signs stabilizing. Приказать перестать следовать? В смысле? Приказать следовать. И чё, он теперь свободен, что ли? А, вкусняшка. Ха, прикол. А он теперь тут всегда будет плавать, или он просто уплывет отсюда, или чего, как? Вот если я его отпущу, он уплывет насовсем, что ли? Что он еще умеет делать? Съел. Она тут должна быть вроде как. Окей. Надеюсь, его не сожрут, было бы очень неприятно. Я бы его обратно в аквариум посадила. Если следует, то за тобой следует, может под бур броситься. Таких штук 5 на карте. А если я его отпущу, то он уплывет? Или просто будет неподалеку плавать? Так, что там? Вместе с базой будет тусоваться. Окей. Что-то жарко стало мне. Так, а что нам надо сделать? По итогу-то. Что нам надо сделать? А, мы должны были подойти к сборщику транспорта, да? И чё? А чё мне сборщик транспорта скажет? Там ничего не будет. Мне же нечего собирать. А где он? А где он? Я его сломала, что ли? Что-то нету сборщика транспорта. Лох? Да в смысле лох? Я просто не вижу его. А вот он. Что ты сразу обзываешься? Seek fluid intake. Сам лох. И чё, транспорт? Краб, циклоп, мотылек. Все? Нет у меня больше ничего. Кто бы сам так называется, вот правда. Тогда опять ты лох, да в смысле? Чё, офигели? Ты прошла эту игру? Да, конечно. Чё? Сейчас гуглить буду, как закончить сабнавтику, блин.
Черт находится в роли в каюте капитана. А что мне надо, чтобы попасть в каюту капитана? Мне надо что-нибудь с собой брать, типа огнетушителя или еще чего-нибудь. Антирадиационный костюм там. Ружак. Собираешь данные по ракете, строишь ракету. Окей. Где рюкзак? Вот рюкзак. Чё ешь? Конфетку вафельную. Шарят без нас. Ну а чё я голодная? Чё там? Ну привет, брат. Ой, я забыла себя включить. Надо было завтракать. Я позавтракала перед стримом. Просто на стриме я очень много трачу энергии. Вот, поэтому я хочу есть все время. Вот вы думаете, это все просто, да? А у меня все мои последние умственные клетки тратятся. Если пойдет в каюту, там будет забрана Нинора вещи, но будет лежать чертеж ракеты Нинора лох. Да чё я сразу лох-то? А чё я сразу лох? Ты можешь нормально изъясняться? А чё хотела взять? Vital signs stabilizing. Давай вот это я тут оставлю. Нафига оно мне? Как можно было пропустить чертеж Нептуна? Я не знаю. Может, потому что я не знала, что мне надо его там искать? И как ты так говоришь, как будто бы я уже заранее знаю, что в этой игре есть. Так, а что хотела? Вот, бля, вот отвлекайте меня вот. Так, огнетушитель вроде надо, да? И что еще? Огнетушитель и костюм противорадиационный взять. Куда я его положила? Вот он. Противорадиационный шлем. А где костюм? Костюм. Все. Все? Это мне тут оставить? Там же не будет никаких монстров. Кстати, сохраниться надо. Пойдем сядем в мотылек, хуля. Так, думаю, быстрее будет до туда доплыть. Ой. Тело кавер на Soraya Days? Нет. Все каверы, которые я делала, ты можешь, ну, посмотреть на ютубе. Больше нету. Он же не будет плавать за мной, да? Он поплывет за мной? Блин, он плывет за мной все-таки. Так, алло. Все, беги. Ты свободен пока что.
Реально скрипит, как дельфин. Зачем тебе костюм, если ты починила реактор? Ладно, короче, похуй. А чё мне раньше не сказали, что там еще какой-то чертеж должен быть? Повторяется история с Твином какая? В смысле? Я не поняла. А чего оно горит в плане? Он тоже не поверил, что там нет радиации? Кто дрочил на покемонов? Наверное, кто-то дрочил. Ой. Не глубоко тут. А вот там штучка какая-то светится, я же ее собрал. А это просто фонарик светится. Ладно. Идем получать бан на Твиче? Не. Ты же уже долго играешь. И чё, а? Я опять вне контекста или что? Буль-буль. Побежали, побежали. А куда бежать-то? Сколько, какие игры ты запланирован дальше? Да все. Ну, во-первых, я хочу все-таки, да, пройти. Возможно, вам будет скучно, но мне похуй. Хочу допройти Darksiders обе части. Потому что выходит скоро 4-я. Вот, и я хочу допройти. Тут где-то вход был быстрый. Тут где-то вход был. Еще я хочу поиграть в свой идеальный Skyrim. И еще я много еще чего хочу. Мне еще в Nier Automata надо поиграть. Еще в другие игры. У меня слишком до хрена планов. Меня стримишь по КС приглашал на стриме. Боюсь бана. Окей. Администрация. Наверное, нам туда. Ничего не грузится. А где каюта капитана вашего? Чё-то ни хрена не видно. Сними шлем по приколу? Типа, выебет меня радиация или нет?
Смешно, если я умру. Чего, куда мне? Мне туда или куда? Реакторный отсек мотыльков. А где... Где то, что мне надо? Не туда. А куда? Раздевалка, отсек крабов. А, фух. До сих пор мне не доверяешь спустя столько лет всегда. Это про кого? Я что-то вообще такая сегодня. Что это? Заманчивое предложение. Data. Кому? От Хаггинс Уилсону. Говоришь, что ты уже больше года на этом драндулете и никогда не бывала снаружи? Так вот, теперь есть друг с ключами от огромного, мать его, робокостюма. Нам совершенно нечего делать, пока мы не доберемся до звезды и не начнем работать над вратами. Если хочешь попробовать звезды на вкус, только скажи, у меня тут есть запасной краб специально для тебя. Ты не знаешь, что такое сила, пока не раздробишь астероид собственными голыми механическими усиленными руками. Хочешь сыграть в мяч, пролетающим метеором? Приходи в каюту номер 1. Код 1869. О, код 1869. Запишите куда-нибудь. А это куда? Куда коды? Если она не найдет компьютер, капитан, здесь минут я ухожу с 3. Грубо. 1869. А это куда? Костюм краб-то, вот он. Только я не помню, есть ли там проход где-то куда-то дальше. Вроде есть, да? Здорово, у тебя шикарные сиськи, what the fuck. Блядь, Буфик, твое сообщение забанило автомодом. Я не знаю почему. Я не разбираюсь в этом. Склад, столовая. Нету тут никаких кодов. Каюта 1. А, так я ее открыла уже, да, эту каюту? Кепка. Каюта 1 же, да, он сказал? Да. Открыла уже я ее. Каким-то образом. Каюта 3. Тут какая-то фоточка. Каюта капитана. Вот это? Серьезно? Average long-range transmission delay 8 А hours. как я это пропустила? Recorded transmissions. This is an emergency distress call. А как я это пропустила? Передатчик связи дальнейшего действия Авроры отключен. Средняя задержка передачи данных на дальние расстояния 8 часов. Отображение последних записанных передач. Аврора, 6 минут до падения. Это сигнал бедствия. Аврора на курсе. Столкновение с планетой. Высылаем все доступные данные по окружающей среде. Просьба найти решение для спасения.
Ты что ты на меня ругаешься? Штаб-квартира Альтера спустя 8 часов после падения. Говорит штаб-квартира Альтера. Вы должны были найти прикрепленные к этому сообщению чертежи спасательного корабля, который, как мы думаем, будет способен найти на орбиту и доставить вас до ближайших фазовых врат. Он рассчитан на материалы, которые вы сможете найти на месте, но ему потребуется до черта энергии. Может быть, вам потребуется собрать детали реактора Авроры или подумать что-то другое. Мы убедимся, что помехи отключен. Все. Смотри, чертеж. Сейчас посмотрю. А где он? Пусковая платформа Нептуна. А где сам Нептун? Только это надо открепить. Ура! На самой установке строится. Окей. Это все? Все, что ему нужно? 2 стержня, немножко этого свинца. Так. Как отсюда выйти? Где выход? Там еще 3 части ракеты строить, окей. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Нахуя титан надо? Титан легко собрать. Берешь просто обломки, собираешь. И все. Еще можно походить, побурить его. С краба. Ведь... Ну, надеюсь, нам больше ни зачем тут не надо. И все уже есть, да? Уи. Welcome aboard, Captain. Алло. Так, сохранится. Ого, ты что, меня похвалил? Ты что, сходил покакал? Чё это у тебя настроение улучшилось? Молодец, в скобочках. Ах ты, сука.
Дворф удаляет сообщение. Убиваешься своей властью, да? О, да, всесилен. Нет. Баль-б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 аль. Единственное, ради чего, мне кажется, можно походить по мертвой зоне, это то, что по периметру мертвой зоны, там я случайно наткнулась, там эти капсулы времени лежат. И там где всякие плюшки могут быть. Почему у тебя нет модуля погружения? Потому что это уже 3-й мотылек. Не спрашивай, где предыдущие. Я не планирую на мотыльке сильно глубоко нырять. Он чисто для домашнего использования. Не снова писать? Нет, не пиши. Будешь плаки-плаки. Итого. Welcome aboard, Captain. Нам нужно сколько таких штук? 4. 4 свинца. Микросхемка. Микросхемка вроде из серебра делается, да? А нет. Золото, медный провод. Золото, медный провод, коралл. Это значит, я про другое думала. Медная руда. Сколько ее надо? 3 штуки. 1 золото. И что еще? Коралл, да? Коралл, 2 штуки. 2 штуки хватит? Та-дам! Так. Фига вас тут много размножилось. Смотри, по-моему, их было меньше, да? А типа, когда два яйца закидываешь, они потом между собой, что ли, перемножаются? Два одного вида равняется секс. Точно. Логично. Хочу тогда побольше вот этих синеньких. Разворотники. Так, микросхема. И эти титановые стержни. Так, давай похаваем. Освободим инвентарь. Остальную хавку я здесь оставлю. Ну, вода пусть будет. Он постоянно пить хочет. Синяя кепка несовместима с защитными костюмами. Можно я ее одену? Если я сниму костюм и одену кепку. Я все сняла. Все еще не могу одеть кепку. Ну почему?
Мне не дают одеть кепку. А, вот этот, возможно, надо взять, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Хаба-хаба-хаба. Так, титан, 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 титан. Мне надо много титана. У меня где-то еще валялся титан. Где-то еще валялся, наверное, на корабле. А вот. Сколько я их там уже набрала? Тарам. Так. А где он строится? Где он строится-то? А где он строится? Из бензола делается. Окей. Кто? Ну вот эта платформа. Как ее построить-то? Сборщики транспорта. Это что, разве транспорт? Ладно. Так это же еще не транспорт, это только платформа для транспорта. Ладно. Cannot build here. Must be constructed in deeper water. Deep water? А насколько deep water нужно? Ладно, все-таки не зря я его взяла, да? Так, deep water. Насколько ваш water deep? Ну окей, давай сплаваем куда-нибудь. Туда? Там достаточно deep? Вот тут сойдет? Или еще глубже надо? Не угробь еще один транспорт, не построив сверху другого. Думаешь, там прям много места будет занимать? Норм? Окей. Так, окей. Ну давай я уберу мотылек отсюда. Я не знаю просто, насколько там что большое появится. Где этот сборщик? Где сборщик? Теперь ищи его. А вот он. Большой, как пенис Твена? Нифига. Да, действительно. Ну все, места хватило. Ва. Нифига площадка. Ха! А я думала, она меньше будет. Баба! Найс. И вот тут будет ракета, да?
Пласталевый слиток, медный провод и смазка. Окей. Пойдем. Еще никто не строил Нептун раньше, чем излечиться от Хара. Я буду первая. Значит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще 2 штуки надо. О. Да блин, где? Впервые вижу бэк-концовку и сейчас сбивает ПО. Что? Окей. Как раз хотел написать. Спойлерщик ёбаный. Реально, блядь. То один, то второй. Так, что я хотела? А, чертеж я хотела от этого брать. Во. Так, мне нужно для пластального слитка. Что мне еще нужно? Что мне сделать? Забаните! Да, Дварф, пиздец. Литий. 2 лития. Где у меня тут куча лития было? Так, 1 литий. Чё литий? Забай. Не. У Дварфа слишком большой иммунитет пока что. Что еще надо? Медный провод. Медь. Медь. И смазка. Смазка где-то валялась, я помню. Вот медь. А сколько их нужно? 2? 2? Или 3? 2 или 3? 2. Смазка была в заднем отсеке. Где-то тут. Где-то тут валялась. А где я? Я ее забрала, что ли? Вот. Все. Тринь. Меня в канале только что назвали лохом. Ну так тебе и надо. Чё обзываешься? Забавно, что для постройки космического корабля надо пару слитков проволока и смазка, реально. Я только хотела пошутить, что реально как-то маловато надо. Маловато требуется ресурсов. Как-то пока что. Что-то мы как-то сильно далеко отплыли, да? Я думала, он еще больше будет. Меня от этого укачивает. Ты добрый, умный, ни за что меня лохом называть. А, да? Особенно добрый. Добрый — это твое лучшее качество. Ва! Строится. Строится.
Ускорители Нептуна. Слиток, руда, аэрогель. Все? Реально? Сейчас я чертеж добавлю, а этот уберу. Гель вроде из вот этих смазок делается, нет? Еще делается гель, я забыла. Чтоб по пути взять. Где? Вот. А мешочек нужен. И рубин. Я не помню, есть ли у меня мешочки. Мешочки глубоко находятся. Нара, что в мешочке? А тебе все расскажи. Кстати, как вам мой сад? Маленький. Welcome aboard, Captain. Так. Есть ли у меня вообще они? О, 2 штуки есть. А сколько надо для аэрогеля? Мешочек и рубин. О, мне хватит на все. 2 рубина, 2 мешочка. Найс. Яху! Папа. Вот комплект проводов из серебряной руды как раз таки делается. Где они? Куда их положила? Серебряная руда вроде 2 или 3 штуки, не помню. И никелевая руда. 1, 2. Та-та. Та-та. А, 3 руды надо. Так, 3 руды. И титан нужен. Титан я, наверное, уже весь собрала, да? Не. Так, это я пока сложу сюда все. Все, что надо. Вот эти штуки мне уже больше не нужны, да? Да хрен его знает. Ну раз уж я уже все улетаю. Пойдем. На ком побежим? На крабе? А где он? Возьму краба, потому что у него есть дополнительные отсеки хранилища. А где он? Подожди. А, я его... Хоть посмотрю на это. Давай. Где? Вот я... Тихо. Оставила тут и забыла. Куда мне вот столько?
продашь на космическом базаре. Кстати, идея. Мне заставят за это заплатить, так что... Давай, залезай в краба. Баба. Где-то тут прям рядом была куча вот металлолома. Может, я его руками пока буду брать? О. Хоба. Действительно. Хоба. Тыщ. Не то, хотя там может быть титан. Золото. Увы. Оп, металлом. Моё. Оп, еще металлом. Теперь за пару медной руды летали в долг миллиона. Нет, я алмаз тогда собрала, не ври. Будем садиться, да. О, мешочек. Не знаю, вдруг еще нужно будет взять мешочек. Так, их можно отсканировать, вот эти штуки. Эй. Ну, поставь все. Где-то тут еще что-то валялось. Вот. Ты сможешь их высадить у себя? Кого? Мешочки? И что, они размножатся? Кто смотрел Гуррен Лаганн? Я смотрела. Бур пронзит небеса? У меня есть бур. Воу, эта штука больше, чем я думала. Типа доберешь ножом семена в грядку так по кругу? Серьезно? А я не знала. Скотина. Что думаете, может этого металлолома нам пока хватит? Не пойдем дальше. Ну ты и сука, енот.
А потом такой, я хороший, я добрый. Почему нельзя стол сканировать? С самым ранцем стало круче передвигаться, конечно. Теперь могу выплыть отсюда. Уи. Жаль, что, правда, теперь игра заканчивается. Я думала, там еще дальше можно будет. Еще глубже. А ну вот оно как оказалось. Если научишься боком увеличивать скорость, то это ахуй. И куда уже больше, что и так нормально. Типа вот так. Уи. Ты сейчас херней занимаешься с точки зрения сюжета? А чем я должна заниматься? Я ебу? Я ебу, чем я должна заниматься? А куда я пошла-то? Иди в активную лавовую зону. Так вы мне сказали уходить оттуда. Вы мне сказали оттуда валить. Ты сама ушла. Потому что у меня циклоп разрядился как минимум. Вы сказали, что дальше там не пройти. Куда мне столько титана, я не знаю. Так. Так. И лети. Лети. Нафига? Ладно. Не туда нажала. Технически ты можешь построить ракету и свалить, но это минус сюжет. Давайте я просто построила ракету, но пока не свалю. Чтобы она у меня была. Чтоб я знала, что я могу, если что, ливнуть отсюда. Я в ЛС напишу кому. Дварфу в ЛС напишешь? Что напишешь? Когда тебя ебали, что на жопу написать? Да. А чё так мало музыки? Давай больше музыки. Та-дам! Настолько не по канону. У меня свой канон.
Ионная энергоячейка? Что такое ионная энергоячейка? Не будет минус сюжет в плане. Нора, как обычно. Да что я, как обычно? Welcome aboard, Captain. Сейчас я узнаю, что у меня нету чего-то для ионной энергоячейки, мне придется назад топать. Где оно вообще делается? У меня даже нет такого рецепта. Чтобы вы понимали. Нет такого рецепта. Соляная кислота, синтетические волокна. Это все не то. Вот, есть просто батарея, есть просто энергоячейка, а есть еще... Может, она вот здесь делается из обычной энергоячейки? Хуй знает. Нет? А как? А все. Видите, я не могу скипнуть сюжет, потому что я не могу сделать ячейку. Мне, кстати, надо будет еще ячеек сделать. Раз мне не хватает заряда, чтобы нормально проплавать везде, где мне надо проплавать. Надо еще сделать. Тренируйся больше. Что? Что? Welcome aboard, Captain. All systems online. Что не так? Так. Энергоячейки делаются из батареи. Из чего делаются батареи? Дянем. Батарейка. Кислотный гриб и медная руда. Кислотные грибы. Медная руда. Сейчас всю медную руду возьму. Что у меня есть? Возьми с собой в лавовый биом кубы и кианит. Окей. Что-то вся медная руда, что у меня осталось? Все потратила, прикиньте. Пиздец. Мне силиконовая резина, да? Их у меня где-то до хрена лежит. Где-то у меня их до хрена лежит. Тут 2 штуки.
И еще где-то было дофига. Куда я их дела? А могла бы крабом добыть отложение? Могла. Так. Ну, хотя бы еще +2. Ну, +2 это маловато, да? Надо еще набирать. +2 маловато. Мне нужна еще медная руда. Пойдем за медной рудой. Она тут, наверное, недалеко. Енот, бы да кабы, типа, под водой бы росли грибы. Ахаха. А зачем, если у тебя есть термальный зарядник? У меня есть термальный зарядник. У меня? Где? Так, во-первых, нужно вот это заменить на вот это. Во-вторых, какой нафиг термальный зарядник? Где его делается? Как его? Газовая торпеда? Что? Газовый фолликул? Что это такое? Смешно, у меня такого нету. Тепловой реактор, костюм от краб. Вот это? Солнечная зарядка мотылька. А где для циклопа? Тепловой реактор, костюм от краб. А для циклопа? А вот и все, а вот и думай. Бегай на крабе, заряжайся, да? А потом циклопу отдавай, так что ли? Газовый фолликул — это то, чем срут газобрюхи? Ага. Газанюхи, блин. Да, и чё? Серьезно? Ладно. Что мне нужно? Что это такое? Вот это. Полианин. Из чего он делается? Полианин. Золото, соляная кислота. Соляная кислота делается из глубинных грибов и соль. Глубинные грибы и соль. Сколько мне их надо? Полианин. 2 штуки, да? Тут должен быть еще хотя бы один глубинный гриб. Вот. И золото 2 штуки. 2 золота. Тут уже почти все кончилось. Где золото валялось? Где-то тут валялось. Это не золото. Золото там валялось. Ты что, грибы не выращиваешь? Да. Да, не Нора, умри. Ой. Где я? Четыре серебряных руды. Или одну? Одну надо, да? А ведь могла, а ведь могла, а ведь могла, а ведь похуй. Похуй.
Что говоришь, мне эти штуки собрать с собой? Забирай меня скорей, уводи за 100 морей. Нож, кстати, говорите, может взять. Ножик. Давайте возьму обычный ножик. Так. Это он, наверное, не здесь делается, да? Мне написали, бойтесь меня, я дворф. Это правда. Тут осталось-то. Чего? Так. Модуль погружения, усиление корпуса, хранилище, ранец. Что из этого нам не нужно? Хранилище? Придется хранилищем пожертвовать. Не знаю, чем я еще могу пожертвовать. Так. Я заставлял ее собирать семена по ходу дела. Семена чё? Семен. Так, сложим все вот это сюда. Похуй. Все, что пригодится потом. Да? Что мне еще надо? Так, энергоячейки надо забрать. Так, я возьму батончик. Я возьму аптечки. Много. Все делаешь правильно. Спасибо. Ну, надеюсь. Вот эта мне штука нужна? Я просто ее тут оставила. А мне нужно стать это винтовка, да? Это не то. Уи, б. В принципе, я не сильно настроена убивать всяких левиафанов, потому что нахуя просто плывешь мимо них, они на тебя не обращают внимания. Правильно? Спасибо, спасибо за донатик. Я много. Все, мы заряжены. Мы заряжены. Она их не найдет. По-хорошему дел куча, но пох можно и таким стаком плыть. Ага. Кого она не найдет? Семена. Цель найти нечто в лавовом бионе, потом плыть во второй лавовый биом. И что я там должна найти? Окей. Так. Бродилка. А вот ищи. Ладно. Туда он посусал.
Thank you very much. Где я, блядь? Если что попросишь, мы подскажем. Ха-ха. Если я не знаю, что просить. А где мне, кстати, и мне же какой-то рецепт нужен, да? Для строительства корабля, я так и не поняла. И он и энергоячейка мне нужна, блядь. А как ее? Дайте я просто хотя бы погуглю, блядь, куда мне, где мне ее брать? Ионная энергоячейка. Ну вообще как? Создаваемый в изготовителе. Содержит в 5 раз больше энергии. Для открытия чертежа нужно изъять данные из оранжевого инопланетного терминала внутри инопланетной теплоэлектростанции. Ну все тогда, а чё вы паниковали? Я без этой хуйни просто не смогу улететь. Engine powering up. Все, пошли. Пошли искать. Пошли в дыру. Так, сохраниться. Так, я хочу отойти на 5 минут. Я вернусь. I am back. Что-то все это время... Что-то все это время... Время шло? Почему темно? Я сохранилась или нет? Пошли в дыру. Я застрял. Да что тут такое? А ну остров, я не планировала, чтобы ты тут был. Что произошло? Ничего, я только вернулась тоже. Я съела кусочек этого... Как оно называется? Персика. Консервированного. Вот. Было вкусно. Прикиньте, у меня весь день сегодня в голове была мелодия. А сейчас я ее нафиг забыла.
Последний раз ел консервированный персик 1,5 года назад. Вот я тоже давно не ела, решила вот вспомнить, как оно. Ничего так. Стоило того. Мы идем в дорогу, мы идем в дорогу, мы идем в глубокую дорогу. Ура, мы идем в неноренную дорогу. Мы идем в неноренную дорогу. Как вам моя импровизация? Если у себя найдешь, очень рекомендую купить напиток Заки. Нет, такой ни разу не видела. Я знаю только зяки-зяки чипсы. И все. Записали. Подумаю над тем, чтобы входить в дыру Нинура. Ах ты, сучка. Привет, у тебя аниме-картинка, слева экран. Будь осторожна. Паника, паника. А где отметка на дыру? Ну, актриса. Ну, блин, извините, не доиграла. Здравствуйте, ублажаемые. Hello. Мистер Бот. Мы идем в дыру. Возьму на заметку. Дыра так далеко и так близко одновременно. Чё, охуел? Вот дает, а? А ну отвалите от меня. Так, развернуться надо. У этой подлодки же вроде был свой электрошок. У меня есть только щит. Для всего остального я, может, чертежи не нашла. Никакого оружия я себе не взяла, к сожалению, для нее. Даже приманки я не сделала. Наверное, надо было, да? Электрошок только у мотылька. Окей. Так, надо сохраниться. Что я тут? Мало ли чё. Сейчас развалюсь об что-нибудь. Упс. По идее, я могу себе, наверное, скрафтить эту приманку, да? Я же могу тут ресов для нее найти, по идее. Если сильно надо будет.
что, нашла самый удобный вход? Seek fluid intake. Ну так я уже давно его нашла. Почему так мало контента с лесбиянками? Я не оценивала, сколько контента с ними, если честно. Но вообще мне попадало... Я знаю, что я пить хочу, это не важно. Мне попадалось видео на ютубе, отзыв от одной девки про то, какая плохая манга про лесбиянок. Вот, там было, короче, либо манхва, короче, что-то из этого про лесбиянок. Она говорила, просто она ужасная. Мне теперь стало интересно почитать. Я не стала смотреть обзор. Я думаю, надо мне самой почитать. Кушать? Давай сюда. Сметанка? А можно чуть-чуть острова еще? Не люблю грязной ложкой по сметане ее лозить. Ну ладно. Мне дали рожечек со сметанкой. Минора будет бессмертие. Ну а чё? Мне ресурсы, что ли, тратить на это? Ты куда тарелку с едой ставишь, там же места нет. На сиськи? Рядом с клавиатурой есть сантиметров 10. Вот, сбоку. Мне пришлось оттуда убрать орешки, чтобы поставить туда рожки. Вот. Тарелка 10 сантиметров? Не, я думаю, меньше. Как ситуацию с лифаком починили? Ну, я ее еще сильнее затянула. Лифчик оказался мне, наоборот, большой, а не маленький. Что странно, да? То есть у меня объем груди нифига не 65, блять, а меньше получается. Это как вообще возможно? У меня что, грудь меньше талии? Это супер странно. Это не то, да? В общем, и из-за этого теперь у меня ничего не трется, но он немного давит. Я в нем посидела сейчас 2 часа. Мне этого хватило. Я думаю, я буду носить его с перерывами, если буду дома. А если вне дома, то ничего не поделаешь. О, меня чуть не схватили. All systems online. Меня чуть не схватили. Иди отсюда! Creature attack. Да что ты? Отстань от моей лодки! Вот сука. Где? Главное, об скалы я не убилась, а от этой херни убилась. Самый пассивный из всех. Но в этот раз он решил побыть активным. То отстань от меня. Уйди. Кэш! Брейс! Да, отстань! Да ты чего? Вот паскуда.
А, вот бы щит взять, точно. Я забыла, что он у меня есть. Да отстань от меня! Ты говоришь, он пассивный? Все, починился? Куда нам плыть? Вот я из-за него теперь запуталась, где я нахожусь. Блять, не дочинила где-то. Где-то сверху. Так, ну иди отсюда. Нам куда? Вот туда назад, да? Вот сюда вперед, вроде бы. Окей. Там это... Дыра была в виде ушек Микки Мауса. Хоть я и не люблю Микки Мауса. Вот бы стереть память и пройти ее снова, кайфовать от звуков существ, как в первый раз. Ну, у меня не получится абсолютно полное погружение, потому что я все-таки прохожу на стриме. Мне кажется, из-за этого. Что мы сейчас ищем? Мы ищем лавовый биом. Вот. А там нам нужно найти... Нам нужно найти что-то, где лежит... Что-то, где лежит рецепт, который мне нужен для того, чтобы съебать отсюда. Сюжет ищем. Ну или, грубо говоря, да. Так, а куда... В какую сторону лучше пойти? Наверх или вот сюда? Куда идем-то? Мне нужно найти там, где синее дерево. Игра раскрывается в соло-гейминге в тишине вечером. Ну, я поигрываю иногда вне стримов, чтобы пофармить. Приключения на ножа по себе ищет. Она себе уже заспойлерила. Ну, я такая сука. Мне нужно было найти цель, понимаешь? Я, если не знаю, какая у меня цель, я начинаю не понимать, что делать. Теперь я хоть знаю, что мне делать. Богатый смех? У меня-то? Хо-хо-хо-хо-хо. В Скайриме ты тупо по квесту шла? Не, в Скайриме я обычно бегаю везде, что-то делаю. В Скайриме у меня была целая жизнь, знаешь? Я себе поставила мод, в котором был полноценный парень, в которого была своя сюжетная линия. И вот мы вместе ходили по приключениям. Там есть целый мод с чуваком, который раскрывается по ходу прохождения, короче. И он все комментирует, что происходит вокруг. Прикиньте, мод сделали, охуеть.
У него там есть сюжетные катсцены свои, вот это вот все. Естественно, 18 плюс моменты. Мод это прекрасно, да. Так что мне в Скайриме вообще не было нифига одиноко. Потому что стандартные компаньоны мне не особо нравились. Ну разве что Жарга брала с собой, он смешной. И Лидию иногда брала. Потому что, ну это Лидия, блин. Это база. Напарники в играх. Ты что? Напарники в играх мне нравятся. Я надеюсь, я правильно плыву. Вроде правильно, да. И тут где-то должна быть дыра. Я, кстати, иду на медленном ходу или на среднем? Что-то я не посмотрела. Тихо, разворачиваемся. Это медленный вроде. Вот именно что вроде. Так, сохраняемся вот здесь, да? В безопасной зоне. Средний? Окей. Все, покраснела. Вот мы и здесь. Делаем ставку, что раньше будет она умрет или найдет активную лавовую зону. Ну, умру, воскресну, что ты? А как ее искать? Как она выглядит вообще? Что значит активная лавовая зона? Это как? Чем она отличается от пассивной? А где она? Она там, где плавает большая ебака или где-то еще? Я не понимаю. Найти ее несложно. Она красная, и там больше лавы. Класс. У тебя цель другая. Твоя цель не здесь. Иди нахуй. Эй. А какая моя цель? И моя цель найти что-то. Выебать огромную рыбу? Вот это у меня цели по жизни. Я что, похожа на рыбоеба? Ну да. Нам туда? Нам туда или туда? Ничего не вижу. Найти электростанцию в этом биоме 2. Найти вход в следующую зону 3. Ух, ёб твою мать. Со вторым еще сложнее, чем с первым. Ничего не видно же, ну. Может, мне надо было на краба пересесть, я не знаю. Активно все прекрасно видно в плане. Вот тут? Очень видно.
прям все видно. Я куда-то плыву и не знаю. Буль-буль. Ту-ту, ту-ту, ту-ту. Так лучше поглубже, да? О, нет присоски. Или это они, не они. Активная лавовая зона — это ад в Майнкрафте после 1.16. Calorie intake recommended. Еще б я помнила, чем отличается ад в Майнкрафте от какой-то там версии. Стоп, машина. О! Ха! Чуть не проехала. Иди нахуй! Иди нахуй! Мама. 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 Иди нахуй! Не трогай! Нет! Да почему? Тебя же тут не было! Откуда ты взялся, урод? Иди за мной! Иди за мной! Иди за мной! Отстань! Отстань от пениса! Отстань от пениса! Отстань от пениса! Куда пошел? Куда он пошел? Он ко мне плывет или нет? Мне надо умереть здесь. Ой, блядь! Охренеть! Охренеть! Что это за пулеметная очередь? What the fuck? Ты чё, долбоёб? Так, все, уплывай, улепетывай от пениса подальше. Я его увожу, короче, и умираю. Как вам идея? Разъеб? Включи двигло. Выключи двигло, света вали на крабе. Окей, окей, окей. Его надо починить еще просто. В этом проблема. Он же умрет. Наверное. Вытекет. Эта сука ушла. Ты посмотри на него, а. Ах ты. Чел, убей меня. Убей меня. Убей... Ладно, я скорее сама задохнусь. Oxygen. Да похуй, дай мне воскреснуть побыстрее. Так. Так, двигатель. Двигатель. Powering down. Мне все равно надо его починить. Я не хочу потом вернуться, а тут ничего нету.
А где он побит-то? О, я могу это отсканировать. Красноглазик. Нахуя он мне нужен? Не знаю, я его взяла. Где он поломанный-то? Он не поломанный? Он целый? Чё врешь? Кто красноглазик? Давайте не надо. Он целый, ебать? Ладно. Тихо, 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 тихо. Не падать, не падать, не падать. Фу. Вот мы и в дыре. Что это? Яичко? О, я хочу яичко. The volcanic rock, which has formed in this area, can be carbon dated to between 800 and 3000. У меня будет новый years ago. питомец. Сейчас я... Неизвестно. Ням. Загадка дыры. Литерали. Иди нахуй. 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 Сдрыснул. Фига тут яиц этих вот. Чьи это яйца, интересно? Ха, мои. Ой. Блять, я же тут сдохну, подожди. Иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! Иди нахуй! Вареный крабик, да. Блин, я бы хотела попробовать крабика. А! Так, а куда мне? Вон туда вниз? О-а! Да, отстань! Подожди. Сейчас сверху тут встану где-нибудь. Так. Мне нравится, что... Мне нравится, что есть тропинка, но она же любит все по-своему. Какая нафиг тропинка? Ты о чем? Тропинки для лохов. Так, а где вход? О, вот он вход, да? Это вход? Та-дам! Вот мы и здесь. О, прикол!
Робочел. Ей. Инопланетный робот. Данное устройство происхождения инопланетное, хотя его конструкция относительно проста. Назначение его относительная безвредность идет вразрез с продвинутыми технологиями, которые, по всей видимости, были доступны разработчикам, что свидетельствует о том, что оно предназначено больше для патрулирования инопланетных комплексов и ремонта поврежденной инфраструктуры, а не для защиты и вторжения. Это как эти... В Mass Effect есть такие маленькие штуки, которые ходят, чинят все. Правда, там не роботы, ну ладно. Конструкция. Несмотря на простую конструкцию, данное устройство элегантно в своем минимализме. 4 электромагнитные ноги позволяют ходить по полу, стенам и потолку с неплохой скоростью и, по всей видимости, могут заменяться. Внутренне имеет мало движущихся частей, что делает конструкцию энергоэффективной и устойчивой к износу от времени. Перезаряжаемый запас питания на ионной основе поддерживает его работу. Обездвижить и доставить корпорации Альтера ради взаимной выгоды. Обездвижить? Обездвижить? Я не могу его обездвижить. Ха! Сидит! Краб сидит. Ха! Ты чё, долбоёб нахуй? Я думала, он не будет меня бить. Ионный куб. Требуется специальное оборудование. У меня краб есть. Сойдет за специальное оборудование? Моё! Аж проснулся. Кубики, 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 кубики. А какое нафиг хранилище? У меня же нет хранилища. Или оно мне в инвентарь добавляется? У меня нет модуля хранилища. Куда мне столько кубов? Где хранилище, ты хочешь сказать? Где твое хранилище? Ты чё, рофлю? У него есть хранилище. А модуль хранилища просто добавляет плюс к хранилищу, так что ли? Окей. Так, сохраняемся или нет? Ну я ж уж пришла сюда. Наверное, надо сохраниться. Я не знаю. Но я надеюсь... пенис живет. О, сюда надо вставить кубик, да? А, скрижаль. Окей. О, синяя скрижаль. Вау. Шиш. New blueprint acquired. Come here. To me. Hello? Выйти? Куда выйти? Я еще тут все недообследовала. Но уже не помнит, кто это. А я должна? Сразу на циклопе сделай. Ты хочешь сказать, чтобы я сейчас вышла? Или чего? А это куда спуск? Ты уже 2 раза ее видела?
да? Integrating new PDA data. А ну не ругайся. Данные по ископаемым. Информация об ископаемых, добытых с вулканической породы, выкопанные для постройки этого инопланетного энергокомплекса, имеет возможность экстраполировать ряд ключевых тенденций. Генетическое происхождение инопланетяне записывали данные по эндермическим и органическим останкам, образовавшимся в промежутке от 1000 до 10 тысяч до 1000 лет. Записанные виды удивительно слабо пересекаются с встреченными до сих пор на этой планете. Вымирание образца грунта тысячелетней давности содержит на 300% более высокую концентрацию органических останков, чем грунт в среднем. Данные предполагают возможность массового вымирания, уничтожившего большинство видов, способствующего быстрой адаптации среди большинства оставшихся. Но нам придется вставить скрижаль. А у меня нету больше скрижалей, да? А они кончились. А пойдем сделаем. Ну пойдем, вернемся, сделаем. Что делать-то? А есть из чего делать-то? Наверное, сейчас разберемся. 100 пудов у меня там что-нибудь лежит в закромах. Когда тут закончишь, а мне сейчас придется все равно возвращаться за фиолетовыми. А? Что это? What the fuck? Они все разных вкусов? Они острые. Чат, мне тут мистер Твин предлагает острые орешки. Вот этот самый острый. А какой самый не острый? Вот этот? Я хочу по экспоненте. Креветкой? Потом взять. Блин, какой-то набор купил. Прикиньте. Ой, это прикольно пряный. Там как будто бы есть немного мяты, что ли. Что-то такое, какой-то привкус. Теперь оранжевая. Да, вот это вкусно. Коричневый. Пауза. Что-то они не остреют нифига, или это просто разные вкусы. О, жирный. Прикол. А это типа суп острый. Ты так смотришь? Бро, я ела кимчи. И я ела острый соус, который клали нам к супу. Это васаби. Васаби. Нет, после той фигни, которую я ела там в рестике, случайно, ну даже не специально, после той фигни мне вообще уже ничего не остро. Ну, ставишь мне, да? А то сильно, наверное, громко хрущу в микрофон. Спасибо. Короче. Оп-оп-оп. Какие-то орешки с разными вкусами. Прикол. Мне больше всего креветочный понравился, если честно. А вот это уже был не Дварф. Подожди. Как мне вернуться к пенису?
Там написано просто выйти на Е. Мне как-то стрёмно. Чё Эдуард написал? А, выйти, в смысле с краба выйти. Я тупая, извините. Подожди-ка, где я нахожусь? Почему пенис так далеко? Кубы в портал вставить можно. В какой портал? Где портал? Где портал? Какой портал? Это портал? А как потом вернуться? А куда он меня телепортирует? Куда? Все? Тебе в задницу? Ха, вставай раком. И где я? Тут еще кубик. Шорткат открыт. А, окей. Куда? А я хочу назад вернуться и открыть дверь. Так вернись, бро. Calorie intake recommended. О, скрижалька. Сейчас вернемся. О, спасибо, бро. Спасибо, бро. Так, сейчас схаваю что-нибудь. Еда плюс 6. О, красноглазика можно сразу же есть. Найс. Vital signs stabilizing. Так, куда? Сюда? Как назад-то вернуться? Нет, не сюда. Блин, хожусь, врезаюсь в стены. What the fuck? Не благодари. За это не благодаря. Ладно, извините. Это грустно. Охуеть, что это? Очень грустно. Данное устройство, схожее по форме с человеческим оружием, скорее всего, спроектировано для гуманоидного пользователя. Неясно, было ли гуманоидным сами инопланетяне, построившие данный комплекс, или же они использовали гуманоидов. Ясно лишь, что они считали оборону данного комплекса необходимой осторожностью. Очевидных способов извлечь ружье из витрины нет. Так я могу его скрафтить, наверное. Ты тут была стрима 3 назад, почему не отсканено? Чего? Я не помню, чтоб я тут была. Только там такие лестницы. Это пушка, где второй остров? Да? Окей. Извините, я не самый внимательный человек в мире. Да и тут все выглядит одинаково. Она у него. Так, краб, отдай скрижаль.
очень внимательный человек. У меня это написано в описании канала, блядь. Бро. Да блин. Calorie intake recommended. Сколько ему ударов надо? Куда делся? Чё? Integrating new PDA data. Главный изоляционный Facility location updated. Volcanic area. местоположение главного инопланетного комплекса обновлено. Вулканическая область соединена с данной пещерной системой. Окей. Главный маршрутизатор энергии в теплоэлектростанции, распределяющий собранную локальную энергию по другим комплексам на планете. Местоположение главного изоляционного комплекса обновлено. Построен внутри естественной расщелины. Соединен с данной сетью пещер, расположен в юго-восточном направлении. Области с вулканической активностью, глубина 1,4 километра. Карантинная охрана, телепорт единицы 5%, сети арок 10%, бла-бла-бла. Нет никакого явного способа перерывать этот поток энергии. Окей, я не то чтобы планировала. О! Туда нам надо. Здесь будет паста? Зачем? Обычно о пастах не предупреждают. Integrating new PDA data. Данные об ионной... Ion. Powered blueprints from Синтезированные чертежи ионной энергии инопланетной чертежи сохранены заместно. Хоть поняла. Стало возможным извлечь полезную информацию касательно инопланетной ионной энергии. Ионные кубы искусственно выращиваются из минерального вещества, подвергаются обработке в целях сохранения их в стабильном состоянии. Несмотря на содержащуюся внутри колоссальную ионную энергию, при установке ионного куба соответствующее устройство эта энергия может выделиться в форме электричества. С применением этих знаний возможно синтезировать новые чертежи батареи энергоячеек. Вот, да, использующих передовую ионную технологию для значительного увеличения их емкости. Наконец-то мы нашли его, да? Ой. Ионная теплоэлектростанция. Данный комплекс напрямую преобразует местную тепловую энергию в электрический ток КПД 90%. Большая часть этой энергии сохраняется в напоминающих аккумулятор устройствах внутри самой станции, каждая из которых способна снабжать энергией небольшой город в течение года. Некоторые части используются по всей видимости посредством передачи в другие комплексы на планете. Электростанция выглядит полностью автоматически, учитывая текущий уровень понимания задействованных механизмов, бесперебойной. Господи, что ты написал? Ты серьезно хочешь, чтобы я это прочитал? Это Дваров написал. И, Норочка, ты такая классная. Мы будем очень рады тебя видеть на трансляции. Позволь нам, пожалуйста, полизать твои пяточки, наша королева. Уху. Конечно, конечно. Давай, приступай. Фрики. Все? Я получила все, что мне нужно было отсюда. Но я не пойду отсюда шорткатом. Мне нужно мой циклоп вернуть домой. Да? Великолепная актерская игра, как будто в первый раз эту пасту видит. Спасибо.
А чё, все? Мы возвращаемся домой? Да? Или телепортируемся и потом возвращаемся сюда обратно на пенис? А куда? А чё? А куда тогда? Не понял. Дальше на циклоп делаем 2 синие шкрижали, дальше ищем вход в Next Новый Biome. арбузный родился. Привет, новый арбузный. Hello, мистер Сори, у меня очень маленький экран, я не вижу. Напишите мне. Ням-ням-ням. Сохранить. Фалокс ойл. Фалоимитатор, ну-ну. Так, нам нужно выбраться отсюда. Вон туда нам надо, да? А нужны ли нам вот эти штуки? Я хочу еще одно яйцо взять. Пусть они размножаются. Вдруг он прикольный будет. А если не прикольный, то... Увы. Так. Ой! Иди нафиг. Может быть, это вот эти? Starvation imminent. Seek calorie intake. Ой, я хавать хочу. Так, у меня есть гигабатончик. Придется тратить. Что ж поделать? Vital signs stabilizing. Че, я зря что ли его с собой таскаю? Правильно? Мешочки хавать можно. Мешочки? Тут есть только яички. Серого у меня, кстати, маловато. Не знаю, вдруг пригодится. Быть не может, чтобы яйца были такими же существами, что обитают в этой области. О, no. Так, нужно валить отсюда побыстрее, пока эта забулдыга не приплыла опять сюда. Welcome aboard, Captain. All systems online. Так, мы с вами крафтим, да? Ионную батарею. Ва. Золото и серебряная руда. Так я прям сейчас могу ее сделать. Золото и серебряная руда. Прикол? Я думала, она тяжелее делается. У меня теперь есть батарея нормальная. Давайте заменим какую-нибудь. А ее нельзя сюда поставить? О, no. А я думала, все. Я уж обрадовалась. Ладно, сейчас я энергоячейки возьму. Энерготейка. Энерготейка. Батарея не ячейка. Ну, блин. Так. А можно ли его ячейки... Ну не падай! Ну, блин, я хотела просто... Энергоячейка 100%. Можно вот тут поставить плохой, и он ее зарядит, да? Разъеб, он ее заряжает, все.
Соберись. Да в смысле? Только не залазь. В плане. Почему? Ох вы гниды, блядь, ушастые. Я вам сейчас пизды дам. А у меня же есть другой нож, да? Давай попробуем другим ножом их охуярить. Иди отсюда! Иди отсюда! Ша! Все, он умер, да? Найс! На. Говна, кусок. Мама! Мама! Уплываем отсюда. Он жрет энергию циклопа. Бля, точно. Ладно, я заменю потом. Но мне надо уебывать отсюда, я не знаю. Куда вы говорите, мне надо идти? А, эта штука съебала. Так, давай подзарядимся тогда пока. Давайте пока подзарядимся на циклопе. Куда-то. А он уже подзарядился. Вот сука. Вот сука. Куда-то здесь, а вход туда-то. Окей. Ладно, я поменяю батарейку. Я поменяю батарейку, когда пойду гулять. Еще большую дырку. Их тут до хрена, в том-то и проблема. Они тут все большие. От гниды твари. От проститутки, блядь. Я не... А вот она си... А ты, бля... А, точно щит. Точно. Сори. Так, все, отъебались. Так. Куда плывем? Прям гигантскую. Блин, ну я не знаю, но вот это выглядит достаточно большой. Или вот это. Ну вот в эту сторону мы не плавали ни разу. В эту сторону дыра, то есть вход. Плыву ли я обратно? Я не знаю. Там снизу останки, кажется. О, меня погладили. Ктор-куб. Прям гигантскую? Ну, я не знаю, но тут вроде все большое. Вот это похоже на гигантскую дыру? Хоть почухай твою думалку. Вот сюда или вот сюда? Тут есть две дыры. Они обе одинаковые по размеру. Или вы нам вон туда, назад?
Куда? Внизу под тобой? Подо мной есть дыра? Где? А! Серьезно? Блин, а я тут не помру? О боже. О боже, пиздец. Но это рыбы об меня бьются, да? Не страшно? Сейчас я разворачиваюсь. Что-то как-то мне тут неуютненько. А я умру, если выйду? Ну только на крабе надо, да, наверное. Скрижали, бро, не забудь, а где они у меня? А, сделать скрижали. А, точно. Сейчас сделаю. Так, синие, говоришь? Синие. А как они делаются? А как? А как я их сделаю? А где они делаются-то, блядь? Электроника, не электроника. Объекты. Инструменты. Вот тут, да? Куб и кианит. Кианит. Капа. А сколько их сделать? 4 штуки. Хватит? Две. Окей. Я сделал. Думаешь, дальше на крабе пойти? Ох вы, суки, не, я за ними следить буду. Ну как я уйду, я брошу его здесь, а вот это вот все опять начнется. Ну вот как я уйду отсюда? Вот с этими вот. Иди отсюда. Что тебе надо от меня? Я то, что ты ищешь, я хочу помочь тебе. Так помоги мне. Помоги мне, братан. Достань ячейки. Какие ячейки? Дайте ячейки. Мне надо поставить их. Или хочешь, чтобы я их с собой взяла? Не, мне с собой взять не обязательно. Дальше глубина все равно только для краба. Я приду, а тут, блин, а тут опять вот это. Так я могу, получается, пока бегаю на крабе, подзарядить свои ячейки, да? Незаряженные. И потом, если чё... Если чё, сюда вернусь, да? Окей. Короче, я выхожу. А тут вот этот щит будет включен все это время или нет? Если я его не выключу. Фалукс пытается тебе сказать, что если ячейки в инвентаре, их не смогут сосать личинки. Бля. Точно. Ну, это умная мысль. Сори, я немного это... Тут все нулевые уже. Капец. Так.
Ну тогда я вот эти энергоячейки оставлю тут. Возьму с собой незаряженные и буду их заряжать. Одну оставь. Ну вот эту могу оставить. Вот эти я с собой возьму тогда. И в краба вставлю. Разъёб? Сохранимся? Уи! Фу. Вот черти сразу налетели. Так. Энергоячейка. Вставим плохую. Заряжаем. А, еще надо починить его. Починить, починить. Все. Разъем. Как быстро заряжается! Ищи инопланетный комплекс. О, я вижу кубик. И там написано ЮВ. ЮВ? Прятав А я с этого кубика могу что-нибудь спиздить? Или он просто светится? Ах ты скотина, ебана! Уи, подыщ. Слева вход. Почему слева? А это что, не вход, что ли? Давайте дозарядимся. Это выход. Я хочу дозарядиться. Пусть пока постоит. Позаряжается. Мы пока посмотрим. Ва. Хочу скриншот сделать. Вот такой. Разъеб. А это выход, надо скрижаль встать. Флай. Куда? А, ты вообще? Мы шли в выход. Я рассчитывала на вход, а не на выход. А чем теплее, наверное, тем лучше заряжается, да? Вот тут будет лучше заряжаться или нет? Пиздец, ну раз выход, то все, игра пройдена, можем летать. Ой, 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 ой.
Да почему налево? Почему налево? Seek fluid intake. Это выражение. Выражение души? Что вы такие нервные? Прикольно. Я просто не спешу, народ. Что вы такие, блин? Local alien broadcast. Перевод местного инопланетного вещания. Внимание, программа по разработке, что-то там. Проект по инкубированию яиц императора прекращен. Живые образцы уничтожены. Эвакуируйтесь. Immediately. Немедленно. Не, сначала попью водички. А вот потом уже подумаю, эвакуироваться мне или нет. Vital signs stabilizing. Вот это я сука, да? Лишь бы спиздить. Ой. Инопланетная технология. Технология! Устройство перевода. Данное устройство хранит лингвистические данные о более чем 1000 различных языках. Центральная часть устройства позволяет читать и переводить инопланетные тексты. Анализ содержащихся данных обнаружит большое количество древних земных языков, а термин «кчбцклаев» неоднократно встречается среди данных устройства, а его значение не ясно. Устройство, по всей видимости, спроектировано для перевода на языки создателя, оно не работает в обратном направлении. Скань все, да я собираюсь, так. Не обязательно мою каждый шаг пересказывать, что мне делать. Нанороботы. Сканирование показывает некую форму высокотехнологичных нанороботов, содержащихся в данной с виду пустой витрине. Эти роботы существенно меньше, чем любые из созданных Федерацией, а их... О как. Да. А их точную функцию установить невозможно. Тем не менее, выпускать их было неразумно. Спасибо за мемы. Блин, они буквально сделали ничего, чтобы показать, насколько наноробот маленький. Расщепитель органическая материя. Данное устройство содержит крайне нестабильный радиоактивный изотоп, по-видимому, способный уничтожить любые организмы, на которые он воздействует, оставляя физические структуры нетронутыми. Несмотря на то, что оно отлично сошло бы в качестве оружия, устройство, вероятнее всего, предназначено для стерилизации помещений с дальнейшим заселением. Было бы неразумно взаимодействовать с ним, не имея инструкции. Прикольно. Мне бы такой пригодился. Ва, какой. Имплант слежения. Данный инструкт излучает широкополосный сигнал, совпадающий с инопланетными передачами, перехваченными в других местах. ДНК на наружной поверхности указывает на то, что он был вживлен в одну из эндемичных для этой Земли форм жизни. Его размер, что объект был организмом класса Левиафан. Помимо отслеживания и передачи своего местоположения, имплант также мог записывать биологические данные объекта, хотя извлечь эти данные нельзя. Ну, наверное, можно, но просто не нам. О, какашулик. Инопланетный строительный блок. Этот, похожий на камень материал, содержит как органические, так и механические части, имеет генетическое и технологическое сходство со структурой, встреченной в других местах телепортирующихся конструктов.
В своем текущем состоянии он не служит никакой цели, ожидает своего рода процедуры активации материала наподобие этого могли являться основным строительным блоком инопланетных технологических устройств даже самих инопланетян. Так вы сравните, блин, из чего за здание сделано. Да, глупость, что ли? Так, куда нам? Так, я не хочу пешком ходить, это долго немного. Тут слишком много проходов. Тут вот сюда есть выход, туда есть выход. Везде я хочу посмотреть. Это просто телепорт домой? Давай посмотрим, куда телепорт. Потом вернемся. Как-то холодновато там. В жопу. Приятного. Нигде это я. Никелевая руда. Мне просто интересно, где я? Затерянная река. Я тупо типа к дому телепортируюсь вот таким образом. А вот это куда? Да мне просто знать, что тут находится. Окей, теперь я на острове, да? Окей. Надеюсь, я вернусь обратно, а не в какое-то другое место. Окей. Подожди. Куда меня телепортировало? Добрейший вечерочек, миледи. Привет, Тазкевич. В какой-то подводной жопе? Я сломала телепорт домой. Ну, сейчас я на то сохранение вернусь. Все нормально. Не зря я сохранилась. Телепорты не могут перенаправлять в другие места, они только в одно направление. Так, ну... Он поломался и больше не возвращает меня туда, откуда я пришла. Вроде бы. Да? Или нет? Или просто тут все локации выглядят одинаково? Из Куерда. Алло. Ну да, я просто тупая, извините. Но, блин, они все выглядят одинаково, эти комнаты. Ладно. Заберем остальные? Ну что они тут стоят такие бесплатные? Все. Так, а туда чего? А вот это я еще не сканила. What the fuck, что за звуки? О! Ой. Я что-то сделала.
А, он новый синтезирует? Да? Еще недавно погрузились в подвод, а уже успели обрасти креветку. Да. Это правда. Это Крика. Поздоровайся с ним. Его сегодня нет на стриме, но со мной он всегда. Видимо. А примитивная скрижаль. Данное устройство имеет большое сходство со скрижалями, используемыми для доступа в эти комплексы. Хотя его строение гораздо менее сложно. Возможно, оно служило тем же целям, обеспечивая доступ, сохраняя необходимые данные, потому было сохранено для поддержания наследственности. Типа как музей. О, катана! Хочу! А я могу сделать себе теперь этот клинок. Рика, прости, что обосрался. Древний земной клинок, датируемым 13 веком. Пробы крови на клинке соответствует ДНК 7 разных глав государств этого периода. Данная улика подкрепляет теорию о том, что инопланетяне являются древней космической цивилизацией, занимающейся тайным изучением менее развитых видов. Прикол. Надеюсь, он вкусный. Конечно, вкусный. Как могут быть креветки невкусными? Инопланетное резное украшение. Данное резное изделие было сделано 1000 лет назад из неизвестного природного волокна, выращенного на еще не открытой планете. Оно несет удивительное сходство с древним земным символом инь-янь. Это правда. Данное сходство может объяснить двумя теориями. Инопланетяне посещали Землю раньше и повлияли на развитие древней китайской философии. Концепция инь-янь универсальна, поскольку инь-янь описывает фундаментальное взаимосвязь на первый взгляд противоположных сил. Они могут быть в некоторой форме необходимы жизненным понятием у любой достаточно развитой цивилизации. Утончение двух кругов союза, две противоположные бесконечные маленькие точки конечности — это один из логических способов представить это понятие, который мог быть независимо выработан видом, отличным от людей. Окей. Все, берем этот клинок и пойдем шинковать анкул на суше, блядь, да я б с радостью. Пить хочу. Инопланетная статуэтка. Данный артефакт не содержит энергии, что предполагает его более церемониальное, нежели практическое назначение. Пирамида напоминает лианы, спирально вьющиеся вверх к теплому синему камню на верхушке. Он может изображать растения, растущие в родном мире инопланетян, постройку религиозного характера или даже гравитационное притяжение их родной Солнечной системы. Окей. На щит какой-то похоже. Голографический проектор. Они могут мне прислать свою голограмму? Данное устройство содержит сетевое оборудование и узел голографического проектирования. Вероятнее всего, это некая форма коммуникационного передатчика, захватывающего проектирующее изображение пользователя в удаленное место. По всей видимости, в радиусе действия других таких устройств нет. Блин, я видела чувака в ТикТоке, я Дварфу скидывала как-то, как чел продает голограммы. И там можно, короче, поставить меня в 3D танцующую, я буду у себя голограмма на столе. Я такая, разъеб, хочу себе голограмму свою личную. Спасибо. Альтера перестала создавать оружие в личном использовании и из-за резни на какой-то планете в качестве исключения оставили нож. Ага. Не могут прислать только свои голые голограммы. Не, голая голограмма — это вообще разъеб. Про нож я что-то слышала, вроде в начале говорили, нет? Это еще телепорт куда-то? А чего? А. Так, а этот куда отправляет? Резня обычно по ножовщине, они оставили нож. А, ну типа рофл. Окей.
вот я где. Окей. Слишком ярко для тебя? Как кот-то. Реально новый загенерировал. Так они тут, получается, их бесконечно можно брать теперь. Этих кубиков. А чё тут никто не плавает? С массовым производством голых голограмм ночные клубы загнутся нафиг. Я не думаю. Людям все-таки иногда нужны живые люди другие. Я скорее думаю, это как была бы альтернатива. Труба какая-то. Пескуны, попадающие в изоляционный комплекс. Трубы, втягивающие воду в изоляционный комплекс, кишат пескунами, поступающими с поверхности. Рыбы не проявляют признаков беспокойства. Все сканированные особи потребляли большое количество семян и органического вещества с поверхности. У некоторых особей стали проявляться симптомы инфекции. Управление вентиляцией. Поток воды в главный изоляционный комплекс, и из него управляется автоматически, независимо от прочих страхующих систем. Записанные данные по составу воды. Приток вода забирается из разных биомов по всей поверхности планеты. Температура воды значительно ниже, чем в вулканической среде. За пределами комплекса содержание микроорганизмов, питательных веществ существенно выше. Отток. Лишенная кислорода вода выкачивается из системы и возвращается на поверхность. Чем? Несущие фермент пескуны, покидающие изоляционный комплекс. Так это я уже смотрела. Как посмотреть 2D-аниматяночки, тоже альтернативно обычным девушкам, но из-за этого многие современные парни в Японии даже из домов не выходят месяцами. Я думаю, этого более сложная проблема, чем просто 2D-тяночки. Тут такой цикличный выход. Да. Что она меня напугала, а? Доволен? Доволен. Я умру, если выйду туда так. Тут нет воды? А это тоже пещера, да, на острове? Капец. Я типа на всех островах теперь могу побывать. Вот так вот. Уже 10 рублей моей жизни. Нифига себе. Новый арбузный родился. Ей! Привет, новичок! Залезть в краба. Так. Уи!
куда мы еще не сходили наверх, вот сюда и вот сюда сбоку мы не сходили. Когда каждый рубль потрачен не зря. Integrating new PTA Данные data. проекта Фермент 42. Согласно переведенным данным журналов, было обнаружено, что местные виды левиафанов производили уникальное вещество, названное Фермент 42, которое подавляло симптомы бактериальной инфекции ХАР у других местных организмов. Образец был пойман и заточен в специально простроенной среде обитания для дальнейшего изучения. Инопланетные исследователи приложили большие усилия, чтобы создать требуемые условия окружающей среды для существа, включая введение взаимозависимых растений и животных с помощью локальных телепортационных врат. Однако его здоровье быстро ухудшилось. При карантине все телепортационные врата, силовые поля были запечатаны, все попытки превратить фермент в вакцину не увенчались успехом. Грустно. В этой тяночке существования существенная проблема. Из-за отсутствия трехмерности трудно понять, как вообще использовать их в личной жизни. Никак, просто наслаждаться видами. Вот. Не все, что есть в этом мире, нужно практически использовать. Иногда нужно просто созерцать, знаете? Эмбрион морского императора. Вот он как выглядит. Он выглядит как дракон тот, только немного другой. Объект, найденный в консервационной емкости, скорее всего, является детенышем взрослой особи, удерживаемой в комплексе. Физиология поверхностное повреждение особи указывает на искусственное извлечение скорлупы, прервавшемуся развитие ткани, предполагает смерть организма во время процедуры извлечения из пищеварительного тракта, были взяты образцы ткани. Очевидно, инопланетяне пытались вывести формулу лекарства от бактерий из ферментов, производимых пищеварительной системой особи. Эти попытки были безуспешны без молодой здоровой особи. Понятно. Эмбрион размером с человека. Ну... Подумаешь. Это просто текстура? Что он так светится? О. Что с тобой, краб? Ты чего? Ты чего, бро? Я не могу. А вот. Яичко. Оболочка яйца морского императора. Состав оболочки. Оболочка состоит из толстого слоя графитового композита, что предполагает длительный период развития. Данный вид левиафана способен рожать всего один в столетие. Нифига. Возможно, даже один за всю жизнь. Разрезы оболочки. Точные разрезы предполагают применение лазерного инструмента для вскрытия оболочки яйца с последующим изъятием, находящегося внутри зародыша, до полного его формирования. Анализ нехватка времени для разработки бактериальной вакцины могла заставить инопланетных исследователей вскрыть яйцо и извлечь зародыш для исследований. Возможно также, что удаление от родителей естественного обиталища нарушило необходимые условия для естественного вылупления детеныша. Скорее всего. Тут тоже что-то есть или просто? Ладно. What the fuck? Что это?
Почему она проходит сквозь текстуры? Calorie intake recommended. Еще и ёбнул меня. Что-то у меня поломалось. Эй. Та-да! Ва. Жаль, вот этот прицел нельзя убрать, чтобы... Вообще интерфейс. Как выключить интерфейс? F12? F11? Я сфоткала. F10? Это отзыв написать. Отзыв, блядь, в игре написать. Где вы такое видели? Чтобы отзыв можно было вот так написать. Я вообще ни в одной игре такого не видела. F11 без интерфейса фоткает? А, окей. Уа. Блин, надо в краба, да, залезть? Сюда я без краба хожу. Чё, в себя поверила? Если захочу жрать, прям сильно, я же могу телепортироваться на остров и там найти хавку, потом вернуться обратно. Я не знаю, мне кажется, я сейчас умру просто. Если и дальше пойду вот так. Сейчас самый крутой момент. Почему? Ха, не успел. Уа. Опа. Ха, привет, малыш. Ты здесь, чтобы поиграть? Другие пришли сюда однажды. Они построили эти стены. Они играли в одиночку. Они утомили меня. Теперь их нет, а взамен у нас есть ты. Ага. Нам интересно, будешь ли ты плыть по течению или будешь бороться с ним, как они? С кем? А, эта штука разговаривает? А-а-а! Эй. У меня аж телефон багуется. Ты чего? Ты чего, бро? Подключись обратно. У нас с тобой пол-игры разговаривала. Но я бы не сказала, что пол-игры. Я бы не сказала, что пол-игры. Подключиться. Что оно? Оно подключись. Чего оно не подключается? У меня айпишник, что ли, поменялся? Или чего? Почти всю игру? Почти всю игру ты имела в виду, да?
Сейчас посмотрю. Да блин, я не виновата. У меня эпишник поменялся. Вот один. А тут что? Ну. Или это не тот айпишник, я пишу. Старый, ну чё ты? Да что? Блять, а? Шо айпи-лист? Что такое случилось с тобою? А! Да нет. Я просто не знаю. Что не так тогда? Там тот же айпишник, и тут тот же айпишник. А ну! А ну подключись. Сейчас перезапущусь, я не знаю, что это. Хватит уже срать. Что? Окей. Окей. Извините. Да что не так? У меня даже никаких VPN-ов не включено. Ничего. Зарядка возобновится, когда температура придет в норму. А, он перегрелся, что ли? Сейчас вытащу из зарядки. А, блядь. Прям поебало мне. И телефон на лицо упал. Сори. Ты виновата, Аркан. А, вот в чем была проблема. У меня телефон чуть-чуть перегрелся, походу. А почему? До этого никогда не перегревался, а сейчас перегрелся. Они нор сервера устарели. Что? Не. Просто в айфоне есть система отслеживания состояния телефона. И он не отказывается работать, если что-то происходит не то. Бля. Так, а что мне делать? Я хавать хочу. Это все, конечно, очень интересно. Но я сейчас с голоду сдохну. Мать! Мать, что мне делать? Блять, мне надо отсюда ливать. У меня старый телефон 24/7 играет в игру. Иногда он такой горячий. Тач, похавать можно? Кого похавать можно? Вот это? Кого похавать можно? Куб нельзя схавать. Там? Там? Там это где? Где я похавать? Вот там? Почему ты не взяла еду? Я взяла, она кончилась. Внизу? Серьезно, ты меня не обманываешь? Если ты меня обманешь, не обнаружить необычно пассивные модели поведения ближайших хищников. О, рыбка! Так, подожди-ка. 14 200 под водой. Найти главный изоляционный комплекс. О, мне ачивку дали. Так, мне нужно вот этот ножик взять. Ножик, 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 ножик. Рыбка, 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 рыбка. Да иди нахуй, ведь почему интерфейс перекрывается? Сканер окружающей среды показал, что вода здесь богата, редко похожа на планктон. Извините.
Так, да иди нафиг, карта сраная. Ей, я не умру с голоду, класс. Могла прочитать, а потом есть. Vital signs stabilizing. Как тебе такой ответ? Так, вот штуку могу есть? О, боже. Hello! Она не будет меня пиздить за то, что я маленьких тут бью? Я... Видишь, какая она огромная, вижу. Прям как твоя мамаша. О! Но эти штуки проще собирать. И они не портятся. 30 seconds. Мне все еще нужно дышать. Я уже забыла. Oxygen. О, привет, Каливан. Так. Но эти прям вообще ничего прибавляют почти. Надо пузырьков половить. О, пузырек. Все? Один только? Че, у меня и вода тоже вся кончилась, да? О, вон мой пенис. Так, а мне надо тут что-то делать или как? Куда-нибудь кубы вставлять, я не знаю. Или тут просто? Ай. Чекни, сколько дает воды сарапузер. Окей. -4. Обернись. И чё? Иди в центр. Центр. Привет. Слушай, а почему вот она со мной разговаривает, а дракон, вот, который выглядит точно так же, он тупой? Почему? Потому что она император. Ну что такое? Open your eyes, bro. В плане. Куда открывать? Здорово. Блин, наверное, в VR это так было бы охуенно, вот на это смотреть, да? Я хочу сохранение вот это вот использовать, чтобы потом сюда в VR зайти. Хотя я могу же в любой момент сюда вернуться, да? Я прям могу сейчас в VR зайти. Хотите? Хотите?
Я же говорил, не получится там криво работать сохранение. Нет, получится именно посмотреть зайти. Получится посмотреть зайти. В голосах древних Гарантюа тоже умеет говорить, но в отличие от нее он относится к себе как к глупой букашке. К тебе как к глупой букашке? В смысле? Офигел? Выйди из краба и поплавай тут около портала. Яичко. Яйца морского императора. Оболочка. Необычайно прочная оболочка, судя по органическим неростам снаружи, эти яйца могут быть сотни или тысячи лет. Инопланетные трубы. Инопланетные устройства, пронизывающие внешний слой оболочки, скорее всего, они предназначены для снабжения их питательными веществами, изоляции их окружающей среды. А околоплодный мешок, как и многие яйца на этой планете, они не содержат питательных веществ, которые постепенно исчерпываются эмбрионом. Вместо этого они находятся в своего рода естественном стазисе, ожидая соответствующих условий для улупления. Эмбрион имеется высокое генетическое сходство между этими организмами или фаном неподалеку. По-видимому, они в стабильном состоянии здоровы. Вполне вероятно, что идеальные условия для вылупления их яиц отличаются от идеальных условий выживания родителя. Вот бы моих яиц была невероятно плотная оболочка. Завидуй молча. Опа. Моим детям нужно вылупиться. Играйте не здесь. Мы здесь были уже очень давно. Другие построили проход, чтобы выходить во внешний мир. Я просила их об этой свободе, но они не слышали меня. Если поможешь, я добровольно отдам, что другое тщательно пытались отнять. Угу. Она мне хвостиком помахала. Стрим 5 часов. Ага. Кубики кончились. Арка аквариума. Сканирование показало, что эта арка неактивна с тех пор, как комплекс был заброшен. Вероятно, она служила той точкой доступа на поверхность планеты. Она слишком мала, чтобы пропустить императора, но организмы меньшего размера могут пройти. Так. Не дай бог ты не потрогаешь терминал. Вот этот? Так давай я сейчас... Короче, знаете, какая у меня сейчас идея есть? У нас конец почти игры. А у нас это мало времени. Потому что, ну... Хочешь еще 5 часов? Так вот, я про то, что... давайте я сейчас выйду в VR, потрогаю тут, пощупаю все. И мы на этом оффаем, а дальше продолжаем в следующем стриме. Концовку уже будем смотреть там. Окей? Разъеб? Давайте попробуем. Это ББ. В смысле, я не ухожу? Какой ББ? Я тебе сейчас дам ББ. Фу, ну это, блядь. Так. Подождите, да? 5 секунд, пока я VR включу. Ой, я случайно.
Нажать. Кнопка мыши. Enter. Триггер. Что я нажала до этого? Что я нажала? Кто-нибудь помнит? Я, если что, замерла. Ой, блядь. Enter, 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 enter. Играть, 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 играть. Играть, 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 играть. Не работает играть. Не работает. Не работает. Ты кричала про Enter. Окей. Не, Enter теперь ни на что не работает. Ну все, походу. Вы приплыли. Б сейчас запущен. Вы хотите выйти? Нет, не хочу. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Чат. Чат. Она вылетела нахуй. Ладно. Она вылетела. Я нажала играть, она вылетела. Сейчас я жду, я поставлю Сабнавтику VR. Ладно, видимо, мы посмотрим Сабнавтику VR только когда я начну новую игру. И я не смогу посмотреть на гигантскую рыбу. Вот. Грустно. Я хотела на рыбу посмотреть, а мне не дали. Хочу на рыбу посмотреть. Тут есть что-нибудь рыбное? Хочу посмотреть. У меня не закрытый гештальт. Тут есть что-нибудь рыбное? Прикиньте, ничего нет рыбного. Обсерватория есть. Но это не то. Это не то. Грустно, когда не дают. Да, и потрогать яйца тоже не дали. Border World. Это что-то рыбное? Не знаю, но выглядит прикольно. Только для друзей. Прикиньте, ко мне кто-нибудь зайдет. Хочешь потрогать мои
Нет, если твои яйца не вот такие размером, то не хочу. Мне нужно хотя бы, чтобы с половину меня были. Понимаешь? Идем в кабак смотреть на голых людей. И боюсь, я мешаю тут спать, наверное. Где это я? Сейчас я просто посмотрю, что тут, и уйду отсюда нафиг. Что это такое? Что это дурацкая комната какая-то? Я могу поиграть? Там Steam Deck лежит бесплатный. Да дай мне. Я хочу Steam Deck. Дай мне. Дай мне Steam Deck. Бесплатный. В него можно и в Хейдж поиграть, и в Doom. А в Control я не знаю, что это такое за игра такая. Придется отращивать яйца. А, What the heck? Не, ну это похоже на Сабнавтику. Менее красиво, конечно, но... Вайбы, мне кажется, те же. У меня так и не получилось с ростом и с яйцами подобно. Это странно. О. What the fuck? Я нахожусь внутри большого яйца? Эту карту любитель плесени создала? Не знаю. Капец. Тут куда только нельзя пойти, блин, во всякие места. О! Космос! Это гумно. Ну что тут такое? Вот так оно выглядит снаружи. Я могу куда-нибудь туда? Нет? А куда я могу? Капец.
Там список игр. Это, наверное, пока самое странное место, что я находила в SteamVR. Почему эти щупальца разговаривают? Светяшки. 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 Издалека они похожи на поплавки. Чего? Пришли. Мы не слышим, кстати? Серьезно, вы этого не слышите? Тут ебанутые звуки. Вы этого не слышите? Бля, а чё сразу не сказали? А чё молчали-то? Пиздец, чё молчали? Я говорил? Точно? Надо было мне по башке дать. Придется возвращаться обратно, вам звуки показывать. Как вам Левиафанчик? По крайней мере, издалека было похоже. Как вам звуки? Стример свечеч не читает. Да неправда. Как вам звуки? Прикол, да? Звуки, будто у кого-то в кишках ходишь. Да-да-да, что-то такое. Кто-то грязь месит. Ладно. Прикиньте, кто-то этой комнатой сделает свою домашнюю страницу. Своеобразные люди. Ой, Нинора Half-Life. Алекс вернулась. Ну, не совсем. Кто сделал эту комнату, наверное, кому-то нравится. Я могу посмотреть, кто эту комнату сделал, наверное. The Border World называется. Создатель Близебуд. 4 лайка у нее. Природа, космос, воображение называется. Ладно, всем пока. Всем пока. У меня не получилось зайти в Сабнавтику VR. У меня не получилось. Спасибо, спасибо мистер Карманчуку за 500 рублей. Дворфу за стикеры. И, может быть, еще кому-нибудь. Кому еще? Вдруг кто-нибудь еще был, а я не сказала. Да. Да, пиздец. О как. Ну чё, уже поздно. Я тут спать мешаю. Вот.
Ну все. Пиздец. Вдвоем отдувайтесь за всех. Пиздец. Вот, все, всем пока. Всем пока. Чё хотела? Да. Фу. Пока. Пока-пока. Пока-пока. Все. Теперь можно офать.